Нас не Струми. Струми, блядь, полное очко, чувак. Смотрит всегда их ограниченное количество людей. Все так, сука, медленно растет. Подписчики на Ютубе, зрители на Ютубе, блядь, да? Ты понял, сука. Концентрация уебанов беспредельная, лесных уебанов на этой политике. Чё я просто, сука, не богатый, сразу, нахуй. Я бы все это нахуй забыл бы, забил бы болт, блядь, размера вот тут такие, блядь. Правый поворот меняет мир, даже без угла, да, насрать бы ей в кипу, было бы потрясно. Як вам, пани... О, Марьяна, да, ты понял, блядь. Ой, короче, сука. Там такой кадр, блядь, в комментариях. Откуда вы на меня вообще такие лесные уебаны, где именно у отчима удар поставлен? Где они, сука, берутся? Чего они на меня подписаны, сука? Как оно, блядь, вообще что-то могло раздуплить из вообще сказанного и так далее? Сука. Ну шо твой Кулеба, допизделся? Да, ты понял, и подписчики именно такой крысоватой породы, да, опять-таки, блядь. Фантастика жанра крысоватой породы обязательно мне каждую новость. Какой же он уебан, худший, блядь, который есть вообще в политике украинский. Э, То, что, блядь, на каждом повороте, да, люди его калибра, люди его эшелона постоянно загибают такие хуйни, там, что вы, гои, пойдите убейтесь побольше, то все игнорируют. Но стоит Кулебе какую-то хуйню сказать, в которую, я уверен, он искренне верит, и эту всю чепургу, которую он чешет, с его глаз она, типа, выглядит адекватно. Все всрались, худший. Ну, обычный Кулеба, не сотвори себе кумира. Обычный, блядь, кого вы ожидали выходца из украинской чиновничей такой потомственной бюрократии хуесосов бесконечных? Вы ожидали там светлого, блядь, какого-то страдальца за все ваши грехи? Я с вас хуею, с вашей вообще постоянной, да, ну, наивности, наверное. Ничего, пацаны, придет Залужный, вы за него проголосуете, все будет. Да. Я заряженный. Меня раздраконил уебан в комментариях, честно скажу. Да и вообще отсутствие каких-либо успехов. Ты знаешь, купил блокнот для успехов. Друзья, я вам всем рекомендую. Это такая реклама, за которую мне не заплатили, естественно. Рекомендую вам всем українську контору, яка займається створенням блокнотів, скетчбуків, или как это назвать, да? Ну, блокнотів для скетчей. Сумна вівця. Цены по-украински демократичні. Качество нихуевое. За такие деньги однозначно отличное соотношение, потому что, ну, в 2-3 раза дешевле, чем то, что делают на Западе. Ну, может, чуть хромее качество, но это касается именно этого блокнота. Это такой, типа, годовой планер, планівник, да. Ну, тут вся хуйня, я его еще не заполнял ни хера. Тут, типа, там, распорядок дня, блядь, ну, всякая бабская тема, там, короче, пий достатньо води, оціни свій день від 1 до 10, вечірні ритуали, ранкові ритуали, що надихнуло сьогодні, час засинання 6 утра, смело могу писать, там какие-то финансы можно подвести, ну, в общем, интересно, может, это систематизация, которой мы все склонны, да, по природе своей, бороться как со стихией, может, она к чему-то меня подведет. Да, но тем не менее, если вы вот ищете блокнот, но у вас мало бабок, да, то приглядитесь к сумній вівці тернопільській. І український бренд підтримати, і делають вони реально, ну, ніхуйово, не стидно. Не стидно. Українці не можуть бути київлянчиками, якщо у них перша столиця в Харкові чи не так. Ну да, это тема с первой столицы, это... Крысовые породы. А, блядь, сука, что-то, сука, вообще вмраю. Что делать, не знаю. Ну, вот это тоже хорошая песня. День 229. Это умираю. Что делать, не знаю. Хорошая песня, реально. После 1К подписчиков монетизироваться можно будет. А какая там монетизация? Ну, то есть, какие деньги могут упасть с этого ютуба? Ну, я, честно говоря, реально не знаю. Ну, думаю, небольшие. Ну ты нафиг, да ты что, ебанулся? Блокноты важная вещь. Если бы не блокноты, у нас с вами нихуя не было вообще в жизни. И тех бы бабок, которые есть, не было бы тоже. Я вообще еще денег Тигрюля купил. У меня есть еще денег Тигрюля, блядь. Видел Лукашина перерепост, там эта армянка российская в интервью какому-то полу сказала, что надо быть готовым к реальному миру без Одессы и Харькова. Шо, их тоже греют, Денис? Ну, греют, конечно. Да их всегда грели. Они на это жаловались.
Но это же ничего не означает, по сути, правда? Вы все надеетесь, да? Вы все надеетесь, что не увидите вы той мопки с 18 лет, да? Надейтесь, надежда умирает последней. Привет, бонсуар. Какие личности, такой и культ. Тоже правильно. Тоже правильно. О, охуительно. Привет, хорошего стримчанского. Как относишься к новости о запрете тампонов в мужских туалетах в офисах Мета? Ну, во-первых, я хочу сразу сказать, что мне жаль тех людей, кто знал о том, что в офисе компании Мета есть тампоны для мужчин. Такое могло, наверное, вообще об этом оповестить нас могло только такое что-то типа как СВТВ News. Я лично этого не знал. И когда узнал о том, что их убрали оттуда, ну, то есть я не знаю, это запрет или не запрет. Ты пишешь запрет, ну, наверное, их не запретили, правда? Наверное, их просто убрали оттуда. Бо запрет это уже какой-то тоталитаризм, да? Наверное, просто убрали. Ну, что тут по этой новости скажешь? Ничего не скажешь. Твіт про тампони фейковий. А, понял, это фейк про тампони. Останнім часом бачу нарізки військових у мережі до і після квартири на Липках і Крузака. Ну да. Типу до у Києві здали Чонгар, Маріуполь і т.д. А після, от бачите, Хімар, це Зеленський спроєктував, подував і нам дав. Йому нема альтернатив. Вам хочу сказати, що розувірився у військових політиці останнім часом. Ну да, это быстро пройдет у людей. Все останутся при своем, но все-таки как-то это на политический баланс повлияет. То есть вот этот материал РБК, мы сегодня о нем еще поговорим. Если вдруг там когда-то однозначно начнутся выборы, и им удастся включить свою партию каких-то из таких людей, даже не обязательно включить, добиться поддержки от этих людей в обмен на деньги. Ну, пусть это будет не коррупция, а реклама покупная. Это уже будет огромный успех, и это подарит им какие-то проценты. Другой вопрос, что это, наверное, не очень справедливая конкуренция, потому что они там везде эксплуатируют коррупционные деньги, какие-то такие коррупционные ресурсы. А врагам закон своим политическим, конечно. Привіт, як відносишся до заборони старпонів в офісі президента? Старпони це щось з флоту, ні? Там є таке старпон там, ні? З флоту. Нахуй он им был нужен? Они куда-то плавали? Моряк, ты слишком долго плавал. Привет. Як мудрый народ, да. Украина. Ну, я голосом Горина, если что, это кричал. О каком равноправии идет речь, если в мужских туалетах нет тампонов? Трампони в Україні, трампони в туалетах заборонені. Ну це херня, замість тампону можна ж використовувати втулку від туалетки. Прекрасно, пацани. Вату можно використовувати. Да, что за громкая новость, мол, ВПО будут давать деньги на жилье. Их же раньше должны были давать, но говорят, что не давали. То есть это второй анонс денег, которые снова не дадут. Да, но если и дадут, то мало дадут, что мы их не знаем. Если ты ВПО, значит, ну, не повезло тебе. Ой, я еще слышал, на британском флоте старпоны морякам вправляют. Ну ладно, да, было такое. В Газі договорничок буде, в Газі. Припинення вогню в комфорті. Знаєш такий навчальний журнал Льойтрум з активним навчанням? Ну, от Льойтрум я не покупал бы дорогой такой и не купил бы, наверное. Это мне именно сумна вивцяця понравилась именно тем, как заполнено внутри, потому что я обычно с заполнением не покупаю. Но вот этот блокнот, он фирмы Льойтрум, но он самый обычный, в нем ничего нет, кроме строчек и все. Да. Ну, качество, наверное, не стоит того бабла. Ну, то есть оно хорошее, но, блядь, он быстро зацарапался, вот этот крокодил, блядь, искусственный, да, как сказать, кожа чебурашки вот эта. Кожа молодого дермантина, она быстро зацарапалась на торцах. При том, что я его с собой не ношу, он просто в доме лежит. Может, Молескин был и пиздачи в целом. А почь не используешь блокнот на компе, что-то хотел сказать, почь не используешь компот на блокне. Потому что неудобно, почему-то не могу привыкнуть. Хотя многие используют там всякую хуйню. Там вот этот, блядь. Ну там вот есть какой-то. Я запомнил Obsidian, потому что как компания, которая Fallout делала. И еще какой-то там есть. Ну вы поняли. Notion, да, Notion. Ну мне просто неудобно. Я верю, что кому-то достаточно заметок на айфоне. Fallout же вроде Bethesda делала, знаешь, это как вот этот анекдот про нюанс. Вроде Bethesda, но есть нюанс. Obsidian это блок в Майнкрафте. Потрясающе, блядь.
Денис, интересно твое мнение. Или жена обеспечивает тебя, а ты готовишь еду и т.д. Устраивало бы это тебя? Ну, если тебя это устраивает, то отлично. Ну, просто вообще, мне кажется, такой баланс в современном мире, где кто-то на рабском положении домашними делами занимается, а кто-то работает, наверное, уже невозможен, потому что каждому человеку нужна деятельность к реализации себя. И к чему, что кто-то точно сойдет с ума в итоге. Да, может, мне так кажется. Просто это так кажется, да. Во-первых, никто из вас наверняка не умеет готовить. Это раз. Хотя это и не сложно. А два, ну ты, наверное, завоешь там через полгода такой жизни. Ты нихуя не делаешь, только готовишь, блядь, там. Ну, пиздец. Как относишься к тому, что мажор из недавнего скандала похвастался номером Ермака у себя в телефоне и назвал его Андрюхой? Он сказал: Андрюха норм. Да, блядь, абсолютно. Ферги тайм-аут, да. Абсолютно никак не отношусь. Что будет, если Пыня выступит и скажет Веном после заявления Зеленского о том, что Пыня сын собаки? Ну, он таким образом подтвердит, что он сын говна. Уметь готовить — это какой-то редкий скилл. Я думал, только какие-то уникальные люди, типа маргинала, не умеют, и таких единиц. Но я думаю, что если ты нихуя не готовишь, да, то ты нихуя и не умеешь готовить, ну просто. Не каждому выпадает в жизни готовить. Обычно как это было? И как это было, когда я съехал от родителей? Ты тупо переходишь на подножный корм откровенный. Мивину, блядь, там жареные яйца с яйцами, нахуй. Там какая-то покупная параша из сельпо готовая, да, химозная. Ты там не ходишь, сосиски, охуенно. И нет ни малейшей мотивации готовить, естественно. Потому что, ну, она, наверное, появляется только если ты для кого-то готовишь. Или если кухня классная. Вот мне сильно помогло, что я кухню построил наконец-то. Читав деякі страсті по пацанам, що перекрили дорогу і співали пісень. Не просто пісень, а пісень «Я русський», да. І вже декілька разів бачу, що патріоти звинувачують громадян, які були поряд, і не робили з ними самосуду. Так там охрани армія наверняка. Типу відразу видно, що пацани люди болі, і чіпати їх собі біду на голову знайти, само собою. А після обшуків у них, на яких знайшли стволи, гранати и контакты с людьми. Ну, кстати, по стволам видно, что это, блядь, охолощенные какие-то. В смысле, буквально, да. Стартові пістолети. А після обшуків у них, на яких знайшли стволи, гранати і контакти з людьми крутими. Як вони цей самосуд собі уявляють? Да никак, там, блядь, армія охрани, ти що? Какой нахуй самосуд? Самосир, всем привет. За мое село начались бои, жизнь, боль. Но ты, главное, не находись в том селе, а то умрешь. Якщо вариш борщ, то можна сказати, що вмієш готувати. Конечно, борщ геморройно готовить, ну сложно. Якщо я вмію заварити мівінки, я можу рахуватись поваром? Нет, конечно. Зеленский ответил на предложение Фицо, похуй вообще абсолютно. Ну, вообще, я вот никогда не готовил. Но достаточно открыть YouTube, сайт, интернет, тем более YouTube и любую хуйню можно сварганить, если честно, но заебывает пиздец. Во, в этом и дело. Если ты нихуя не умеешь готовить, ты можешь, конечно, готовить по рецепту, прям буква в букву и каждую граммовку, да, но это займет у тебя полдня, ты потратишь все свои силы, и не факт, что с первого раза выйдет удачно. То есть тут вопрос опыта по-любому должен быть. Где-то ты, ну, то есть, вот я уже могу без точного рецепта готовить. Ну, то есть плюс-минус понятно, какая последовательность, на сколько градусов там что куда закинуть, и все. Все остальное ты можешь уже по вкусу как-то добавлять, и какие-то шаги понимаешь интуитивно, да, тебе не обязательно их описывать. Зеленский ответил на приглашение Фица: ты ж спортсмен, идем раз на раз. Да, я занимался тайским боксом. Патриоты, патриоты. Да, дефицит патриота. Я в общаге научился готовить. А кушать мивину — это, во-первых, нихуя не дешево, а во-вторых, отвратительно. Ну, я хуй знает, там копейки стоит, чтобы нормально готовить, надо дохуя денег. Бля, вот еще тоже, да, момент, чтобы нормально готовить. Как это обычно выглядит, да? Ну, раньше выглядело, сейчас, правда, доставки еды появились, ну, в смысле, буквально корзины продуктовые из супермаркета, а не в смысле еды готовой. То раньше как, вот надо жрать, захотел есть, у тебя нихуя нет. Ну и ты идешь, покупаешь что-то, потому что, чтобы что-то готовить, нужно спланировать, что купить. Это вообще не каждый вывезет реально. Генсек НАТО Марк Рюте, выступая в Европарламенте в Брюсселе, предупредил, что если страны ЕС не начнут выделять на оборонные нужды значительно больше 2% ВВП, то через 4-5 лет им придется изучать русский язык. Да, если мы этого не сделаем через 5, ну похуй абсолютно, русского языка или ехать в Новую Зеландию, ну пускай уебывают. Самосуд, страйкбольную гранату. Да який, ну, я не знаю, блядь, это вообще пиздец. Это люди, наверное, пишут, которые таких людей никогда не видели, да, возле них всегда, типа, стабильно там какой-то чоп из 5 лбов огромных стоит. Ти там, блядь, не пукнеш даже. Якщо я до Макдональдса можу ходити без Google Maps, це те саме, що і готування без рецепту. Ну да,
мак нормально, но раз в год. Помню, я как-то на Льва Толстого наелся картошки жареной, и потом пошел вверх аж куда-то там на Олимпийскую. Я чуть не сдох, у меня, короче, остановилось это, блядь, сердце поджелудочное. Так болел живот. Ну, я выжил и не обосрался, нічого такого, просто було хуйово. Чому, ну слушай, ти дуже погану річ написав. По-перше, що ти маєш на увазі під таким російським? Це мобілізація в Росії, ти пишеш? Да? Жінок. Я взагалі гей і. Ну, оце, да, могилізують. Ти що, здурів? Я взагалі гей, і вони мені не потрібні. Це правильно, да. Так какие копейки? Посчитай стоимость обычных спагетти со специями и мивину и сравни их вес просто. Мивина это макароны по цене мяса. Не, ну если так смотреть, да, то выгодно, наверное. Но люди ж так обычно не смотрят. Ты приходишь в магазин и ты смотришь, о, мивина там 5 гривен условно. Ебу, сколько сейчас она стоит уже, ну хуй его знает. И типа макароны столько-то, мясо к ним там столько-то. Ебать. Еще это надо готовить. После мака надо немного посидеть, щоб сало завязалось. Ну, молодой был, дурной тогда, конечно. Мені в маку завжди морозиво подобалось. Хизи, може там легендарне советське морозиво. Может такое быть, не люблю просто вообще мороженое. Да картошка жареная, это козырь. Козырь, если не умеешь готовить, как минимум картошка уже норм гарнир. Да, но мы картошку фри обсуждали в этом смысле с мака, да. Похуй. Так, пидешь, блокноты. Раньше, когда искал рецепты в гугле, то первым сайтом вылазил Russian Food.ru. Теперь вылазит Клопотенко, очевидная перемога. Да, ну слава богу, Russian Food работает. Бо этот Клопотенко, ну откровенно, мне кажется, каловые рецепты. Я готовил пюре по его рецепту, говно. Еще что по его рецепту готовили, тоже не очень смотрел. Ли интервью Арестовича у Киппермана. По мне, Арестовича хорошо раскрыли. Вскрылась консерва, да? Не смотрел, честно скажу. Киппермана и Арестовича. Так, давайте курить сигареты, бо это полный гон. Это гон, блядь, как говорили великие. О, я слышал про кускус, это каша вроде. Да, кускус, булгур. Я тоже недавно открыл для себя такие каши. Шаурму домашнюю делать, вот это имбовый прикорм. Да, и, кстати, делать несложно на самом деле. Но не факт, что получится такая же, на любителя. Есть канал Уроженки Украины, она делала разбор Клопотенко. Он тупо пиздит рецепты из советской книги рецептов. Да, может быть, может. Клопотенка класні рецепти, завжди смачно. Просто в когось руки не звідти ростуть. Да я з тобою не согласен. Вот рецепт пюре, да. Потолочь картошку и просто въебать полбруска масла сливочного, это хуёвый рецепт картошки, реально. Ну, пюрехи. Ну да, я тоже еще тут знаток его рецептов. Я хлеб, по-моему, пек один раз по его рецепту. Вроде нормально получилось. Секрет в кухне. Вот кухня, если хорошая у тебя, то классно, приятно готовить. Если хороший духовой шкаф и так далее. Потому что вот, блядь, вот, например, советские кухни, да. Кроме того, что они маленькие, ну, в смысле, советской панельки, как у тебя сейчас дома, да, например. Кроме того, что она маленькая, вот еще такая болезнь у нее есть, просто непреодолимая реально, если у вас там ремонта нет. Это то, что какой-то идиот додумался повесить единственный источник света посреди комнаты. Где бы ты ни стоял, у какой бы стенки, а естественно ты стол по центру хаты не поставишь, на котором готовишь, он стоит у стенки. Где бы ты ни стоял, ты будешь кидать тень на то, что делаешь. Невозможно, блядь, готовить. Ты стоишь у мойки, ты нихуя не видишь, что ты делаешь. Ты стоишь у плиты, ты нихуя не делаешь, не видишь, что ты робишь, блядь. Ты стоишь, режешь что-то, тоже нихуя не видно, короче. У Клопотенко говно, а не рецепты. Просто кто-то всю жизнь жрал говно, видимо. Да, говно всю жизнь жрал, ну может так быть. Буде сьогодні щось про опитування Шарашкіної контори передові правові ініціативи. Якісь там дивні у них цифри вийшли, да, обманули українців. Ну, будуть, да. По сути, почти все, что не выпечка, готовится легко. Да, если это не выпечка со слоеным готовым тестом, потому что это вообще супер чит. Ты ее купил, блядь, готовое порезал, запихал что угодно. Ну, я, например, яблоки, у меня много яблок растет. Резал яблоки, чуть их обжарил. Хуяк, слойка с яблоками. Но это тесто не очень полезное, потому что, ну, как делается слоеное тесто, типа тонко раскатывается тесто, очень тонко, и промазываются слоим маслом, да, и как бы тесто-масло, тесто-масло, тесто-масло. И вот вместо масла они используют самый, блядь, бомжатський маргарин. Добре, коли кухня в хаті, як у мене, де є 2 вікна, у день завжди світло. Ну, у мене теж кухня в хаті, і поэтому удобно. У кого було віконце з кухні у душову? Я про такий прикол лише чув, але при житті не бачив такої фічі. Я видел, у друга так було. В пятиэтажке.
Александр Терен, холостяк, голосуватиме за Залужного на майбутніх президентських виборах. Красавчик, не похуй абсолютно. Макса Рудаду убили или это вскоре вскроется, что постановка? Я не знаю, о ком ты говоришь. Возможно, о одесском блогере, который в мэр. Ну, может и инсценировка, я не знаю. Это, кстати, если говорить об инсценировках и пропажах, это как Илья Богданов, который работал, ну, перед этим воевал, потом работал при службе РДК, который владеет рестораном здесь в Киеве, на Подоле, по-моему, Пянсе. Исчез где-то месяц назад, до сих пор не появился. Я без негативу. Завжди цікаво було, наші радянські технології таке висрали. Да хуй его знает. Я где-то недавно версию читал о том, что это потому, что в какой-то момент медицины советской считали, что какие-то бациллы там условно-кишечной палочки, какой-то чумы, ультрафиолетовый свет из окон будет уничтожать в толчке. Звучит бредово, блядь, откровенно. Палочку Коха я вспомнил. Кстати, интересно, что в Германии в квартирах и домах практически никогда не будет света под потолком, ТН верхний свет. Все лампы растыканы в стенах, но оно нихуевое пространство увеличивает. Реально, вот огромный процент удачного интерьера — это правильно свет поставить. На рахунок вікна хрущовці, ну типа із толчка в кухню. Це через газифікацію, щоб якщо йобний газ не знесло стіну, а стіну в ванну удар пішов нахуй. А удар пішов через скло. Хз, як це помагає, але офіційна версія такова. Как у тебя дела? Дела, как сажа бела. Дела у прокурора, а у нас делишки. Ну, нормально, пойдет. Жить можно. А в ютубной масти тоже люди чалятся. На каждом окне в толкан можно спиздить деньги на стройке. Как на каждом сантиметре ширины дороги. Ну вот спиздил ты в Советском Союзе эти советские рубли, и что ты за них купил? У моей прабабушки в хрущевке еще была печка, которую дровами топить надо. Так это не хрущевка была, чувак. Это была Сталинка, наверное. То окно, чтоб за мамашей подглядывать в душе, бо секса не было, типа пасхалка от инженеров, понял? Ну да, сексуальное образование, да, или как правильно. Ну, это хорошая версия, кстати, вот это самая такая ходовая. Нормально. Пока что признаем эту версию самой адекватной. Знімав квартиру, де в підлозі було встановлено декілька світильників. Так якщо у вас світ вимкнутий, залишити лише той підлозі, то ніби в печері ходиш. Ну це таке, приколи з того самого євроремонту. Да, подвісні натяжні потолки. Свет из пола и побольше черного такого глянца в ванной, который охуенно собирает на лед. Я чисто подивлюсь, але не підписуюсь, бо будуть гори російського калу пропонувати. Вот это проблемы, блять, вот это проблемы. Заблокировать пользователя. Ну ладно, нехай поживет пока, блять. Сегодня мы добрые. Это ж почему говорят, что совок сам себя развалил? Бо секс и развалил. Насмотрелись похоти и развалили ебли, блядь. Ну так и было, по сути. Это как я недавно на Новый год мы поставили плейлист, короче, вот это там, ну, условно, музыка 80-х, да. Я вспоминал историю, как, короче, по телеку показывали, что умер вот этот Леви, или Лемми, умер Лемми, который, как правильно сказать, солист, лидер группы Motorhead. Ну и типа там он умер, показывают кадры с концерта Motorhead, да, они там все вот это в коже. А я малой еще тогда, это, ну, я не помню, какой год, но еще мы с отцом телевизор смотрим, и отец говорит, вот, блин, гомосексуализм, условно, да, это же надо так. И это, вот это он говорит, да, а потом, типа, другой разговор. Да, вот тогда музыка у нас началась, когда, типа, началась, ну, 80, ну, когда 80-е, 85-й год прошел, условно, да. Вот музыка тогда у нас была, вот это, помню, Modern Talking, да, он когда-то видел, блядь, их, он это видел их клипы вообще? Не, ну видел, конечно, но как это у людей в голове соотносится, я не знаю. За яким принципом ці вікна розповсюджувались? Типу, воно ж усе за генпланом пачкувалося, але ці вікна доволі рідко зустрічаються. Да ні, ну цілий цикл, типа, этих домов с этими окнами. В советской медицине самое эпичное — это кварцевание горла, где ты берешь огромный цинковый тубус в рот и сидишь 20 минут. Аллюзия на весь советский строй. А как тебе вот эта пенка?
Я, правда, не знаю, что это за пенка, я только слышал. Ну, в школе на пенку водили. Про сердючку. Ну, вот, видишь, такой покрой людей. Вопрос, опять-таки, видишь, вот неадекватности восприятия в соотношении со своим возрастом, да, когда ты молодой одно, когда ты старше совсем другое. Это то, что надо понимать, когда люди оставляют отзывы о каких-то временах, что раньше было хорошо, а сейчас не так уже хорошо, конечно, кругом вот это лезет. Гомосексуальность, да. Не зря говорят, что Совок был очень пуританской страной. Я вот, кстати, да, такой пуританской, что... Я вот, кстати, для себя так и не отрефлексировал эту тему, на кой хер вождям Компартии набожно-моральные атеисты. Наверное, таких лишь... Да это, блядь, миф какой-то неебический. Не может быть в пуританской стране такая статистика по абортам. А самое главное, что ну не может... Был пуританский Советский Союз, потом один момент просто, да, и все, блядь, объявилось, да, в 91-м году просто. Ни с того, ни с сего, блядь, полез разврат, полезла, блядь, со всех щей. Так же не бывает, блядь, полезла там преступность и так далее, проституция и прочее. А до этого все было гладко, блядь, видимо, что-то сложнее вопрос, да. Як, на твою думку, впливає на переговорний процес рух лінії фронту? Як на мене, без сталого фронту неможливо починати переговори, бо інакше наступаюча сторона може ігнорити будь-які пропозиції. Цікаве запитання. Ну, я думаю, что здесь скорее превалирует влияние, в смысле, то, как движение на фронте отражается на общественных настроениях. Понятно, что успехи на фронте, они, скажем так, способствуют тому, что войну терпеть легче обществу, да, ее переносимость. А когда все хуево, еще и одни неудачи, это негативно влияет на, ну, боевой дух, да, который, ну, это, если грубо сказать, да, который в социологии выражается и в готовности терпеть войну, и в перспективах видения окончания войны, да. Ну, блядь, с такими тенденциями понятно, как закончится. Я думаю, вот это первостепенно. А касательно оценки именно правительствами, руководствами стран, я думаю, что не очень влияет, потому что, я думаю, они смотрят на картину шире, да, в том смысле, а как будет это выглядеть условно через год, да. А тут уже нужно учитывать другие переменные, там, и поддержку, и возможные политические решения, такие как там мобилизация и так далее, и так далее. В общем, оценивать совокупность ресурсов, да, потому что, ну, опять-таки, был период, когда они отступали, мы активно наступали, да. Казалось бы, исходя из этой логики, они должны были очень сильно быть заинтересованы в мире. Но, очевидно, нет. Они понимали, что когда-то этот наступательный потенциал иссякнет. Ну, в общем, да, это просто как пример. Кислородная пенка. Ну да, в школе была вот эта кислородная пенка. Я вот на ней ни разу не был, но вроде говорят, что это какой-то дико извращенный процесс. Я помню нулевые, вот это вот было хорошо. Не, ну мы объективно можем говорить о вчерашнем дне, условно, да, о 21 году, что то было хорошо и объективно лучше. А как те, кто только, ну да, общественное мнение, ну как угодно это сформулируйте, по итогу оно выразится в социологии и в возможности или невозможности, да, там вот в каком-то окне возможностей принятия решений. Та люди, як кролики, їблись. Влада боролась з картинкою розпусти, бо як так? Гомо Совєтікус і цицьки нравляться. Раджу подивитись на сьогоднішній Іран. Влада відбита від населення, а люди ненавидять носити хіджаб, бо це вже символ влади, і гей-клуби у них є. Хоча й не відкрито, звісно. Ну да, у них просто сложнее культура в этом смысле, да. Все время вспоминают их, скажем так, то, как в их культуру вписан феномен трансгендерности, да. Не так, как в западную. Так что я бы, конечно, Иран, может, не совсем удачный пример. Но в целом понятно, что люди еблись як кролики. Кстати, когда похвастаешься роликом? Когда-то похвастаюсь. Может, на неделе, вот, да. В 21 году у меня хуй стоял. Ну да, как обычно, анекдот про усыхание земли. Ну, был, помню, прикольный репортаж ТСН. По-моему, в честь годовщины, ну, довоенный репортаж ТСН в честь годовщины того самого телемоста легендарного Москва-Бостон или что такое, где ведущая сказала, что в Советском Союзе секса нет. И вот был репортаж ТСН, посвященный вроде годовщине этого телемоста. Этот легендарный телемост, по-моему, ну вы поняли, Москва-Бостон, где ведущая сказала... Ну, в общем, да, и вот был репортаж ТСН, посвященный этому, где спрашивали, типа, древних советских бабок-дедов на тему того, чи был секс, чи не. Они говорят, это все хуета, мы тогда смотрели, смеялись. Конечно же, все было в больших количествах.
Ведуча розказала про моє інтимне життя. Молчала просто, да. Вспоминал недавно тот дипфейк, да, дипфейк еще Зеленского, Кашпировского. Почему все тоскующие о совке упоминают в качестве аргумента величайшее совообразование, но не упоминают людей, заряжавших банки водой УТВ? Да, есть такой момент, но мне кажется, что скорее чаще люди, борющиеся с наследием уже мертвого Советского Союза, упоминают вот это всегда, что вот говорят, в Советском Союзе было хорошее образование, хотя тут, ну, нужно предметно обычно говорить, какое хорошее, по каким техническим направлениям и в чем это выражалось, да, и как это измерить. Но тем не менее, да, чаще люди постоянно скорее апеллируют к тому, что как это, блядь, такое хорошее советское образование, а потом заряжали воду, блядь, в банках от телека, как это может быть? Ну, пообщавшись с советскими людьми, да, в смысле заставшими тот Советский Союз разного поколения, понимаешь, как это может быть. Потом посмотришь на всплеск и сект в постсоветском союзе, посмотришь на то, как это выглядело на Западе, и понимаешь, что, видимо, это свойство всех людей, везде есть такие люди. Это в целом нормально. Главное, чтобы хуже не стало, правда? Секса не было, был петинг. Это была не ведущая, просто была баба из зала. Ну, щось там, блядь, таке. Я дословно не помню, но вы поняли. Концепцию, да, в целом уявили. А, блядь, не ведущая, понятно, да, блядь. Вот это и это вы меня смотрите, вы поняли? Заряжаем Мунтяна. Да, Мунтян силен. Мунтян был бы не так силен, если бы его не рекламировал в свое время Зеленский со своей студией «Квартал 95». Это повод задуматься. С 14 по 19 в Украине не было секса, а был Петя. Ну, был Петя, но было плохо, как мы уже узнали. Так что ему нет альтернатив тому, что сейчас. Сейчас просто сексом не занимаются, а изучают. Вот одни сексологини. Ну, секс вымирает, поэтому его надо изучать, пока есть что изучать. Прям в чате вымирает, прям от нашего стрима вымирает, как от глобального потепления эти самые. Ну, кто надо. Вообще забавно, что это поколение в среднем во всем мире действительно приближается к советским стандартам наличия секса. Люди все меньше ебутся, ты думаешь? Я вот не знаю. Ну, наверное, это как-то можно доследить. Ну, странно было бы, если появление вот этой всей, блядь, цифровой темы, оно бы как-то поспособствовало, блядь, большему количеству секса. Правда? Сексуальные вимірати. Відоси з Зеленським, як він розкидує людей, супер топовий. Я согласен, он класний. Я разів 5 передивився, там класна музика на фоні, і Гордон там самый охуенный, где он говорит вот это: так, прошу освободить проходи. Теж прикольний, да, цікаво, він на переговорах так на людей діє, думаю, да. С другой стороны, намного проще поебаться, сейчас зарегался на сайте и все. Тоже верно. Просто мне кажется, что, ну, это мы уже такие биопроблемы куда-то с вами опускаемся, по-другому и не скажешь. Совсем не наш профиль, да. Но все-таки, да, я скажу, мне кажется, что просто этот век цифровизации, он, скажем так, совсем не стимулирует мужчин не забивать на себя хуй. Очень часто встречаешь людей, которые поставили крест на своей жизни всякие. Не моются, блядь, нихуя не убирают, ничего не делают уже. Им никакой сайт, блядь, не поможет абсолютно. Денис, юзаєш якісь біодебаки для підтримки організму? Ну, курю как паровоз, да, вот наш биохакинг. Любой робот может быть секс, если ты достаточно смелый. Ну да, у любви нет границ. Название записи у Дениса будет обсуждение окна в душе и секса в совке. Слишком длинное. Давайте просто напишем секс. Я не знаю, последнее, что можно, наверное, на эту тему сказать, это то, что я понял, ну, одну простую истину. Ее, я думаю, вам все говорили, что вот важная вещь, важная реально вещь, если ты бомжара, да, ну, из бедной семьи, что у тебя не такое большое окно реально твоих возможностей в плане каких-то отношений с женщинами, в смысле возрастное. Оно, наверное, где-то до 20, блядь, 7 реально. Потом разрыв социального статуса может стать серьезной помехой. Подумайте об этом. А вот до этого возраста, там, да, пока вы маленькие, ну, пока вы юные, да, это ни на что не влияет. Подумайте, это важная вещь, пацаны. Бо потом к вороху всех остальных ваших проблем, комплексов, там, страха, всего остального, добавится еще и то, что вы бедняк, бомжара. Вы ничего не можете ни дать, ни предложить, ни показать, ни одеть, ни сводить. Подумайте об этом. Да, также вот пишут в чате, что СССР, мало кто знает, розшифровувалось как секс регулярний. Це щось новеньке. Зараз відбувається масований ракетний удар по РФ. Десятки літаків, літаполя, там повний в регіонах лунає повітряна тривога.
Здрачу ты на безуглу, пошел вялого губить. Вялого губить, я думал, это поесть. В нарды можешь играть? Да, могу, вот смотри. Вот, нарды. М? Я вот не пойму, а чё они так эти нарды любят? Ну, охуенно тупая игра, не? Да, Зара докурим. Это тоже анекдот про радиоточку, которую включили в розетку. Ща докурят и начнут. Домино вообще тупее. Только хотел сказать, что домино лучше ж, нет? Козла, да? А рыба. Бах нахуй. Все будет, но не сразу. Нужно будет перейти к такому формату, когда, ну, вы просто, типа, ждете там 5 минут, короче, счетчик считает 5 минут, ну, новости. Это полная хуйня. Вот это сидеть, разговаривать про секс. Нахуй кому это нужно? Да, друзья, ну вот. В начале новостного блока я всегда поясняю за название стрима. А название стрима звучит так, что Ватикан разрешил моим подписчикам. Что-то я там не углублялся. Ну, вроде как Ватикан разрешил, но эта новость тогда казалась значимой. У меня написано IT, но это Италия, имеется в виду. А так звучит странно, будто Ватикан разрешил геям ставать священниками в IT. В IT-сфере, типа. Ну, это было бы логично, по-моему. Но нет. На самом деле все так, что он разрешил ставать геям-священниками в Италии. Ну, супер турбо похуй на эту новость. И на католическую церковь, естественно, также. Тоже. Да. И поскольку все новости у нас на эту ну как все, да, первые две очень значимые, на эту чувствительную тему, то чтобы 2 раза не ходить, Марьяна Безугла. Ну, вы знаете, да, не секрет, что чем как бы активнее обсуждается договорняк, да, чем активнее обсуждается возможный потенциальный мир, сильно ускорило эти процессы политические в Украине, да, сильно ускорил приход Трампа, ну как, победа Трампа на выборах, который говорил, что войну планирует закончить. В общем, все это подстегивает политические процессы к активизации в Украине. И вот в рамках этой активизации народный депутат Украины Марьяна Безугла, которая, ну, занимается вообще вопросами армии обычно, потому что сама она человек из армии. Вот. Сейчас ее выгнали из этого комитета по обороне. Сейчас она в комитете по международным отношениям. Заместитель главы, по-моему, или что-то такое. Вот. И народный депутат Марьяна Безугла, ну, я вообще как-то сразу ее пост по диагонали прочел, и мне он показался совсем диким. Но сейчас я прочел его полностью, пока с вами общался, и понял, что он не такой неадекватный, но понятен, типа, понятен курс, который она намечает, и также не могу не сказать, что порадовала реакция моих подписчиков на такую, ну, хуйню откровенно, да, политтехнологическую, ну, тим не менше, да, лох не мамонт, лох не вимрет. У світі, на тлі, це я читаю пост Мар'яни Безуглої, народного депутата України, у світі, на тлі всієї геополітичної турбулентності, розвиваються деякі тенденції, які мене особисто радують. Про відхилення від норми все більше говорять, як є. Йдеться, зокрема, і про переосмислення квотного буму. Трохи поділюся своїми думками з цього приводу. Пише Мар'яна Безугла. Опять-таки, это вот эта тема из разряда «Меня часто спрашивают, кому нахуй интересно, что ты об этом думаешь?» Ну, понятно кому, потенциальному электорату, типа, потенциальному лоху, который, ну, я не знаю, неправильно так над людьми издеваться, но там в комментариях пришел какой-то парень, который недоволен засилием леваков в нашей группе, которые поставили отрицательные реакции этому посту. Потому что он растрактовал ее, вот этот, гомофобию, вот эту всю ее, он растрактовал как, типа, дохуя правую базу. И, типа, этот человек, ну, потенциально он ее сторонник. То есть, какая слабая, простите за спекулирование этими мемами, какая слабая прикормка нужна такому бидлу. Мар'яна Безугла пише, не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо, оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Какая неправильная, да? Можна же на житті іначе смотреть. Да, однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми або з наукової точки зору хворобами.
если что, я Мар'яну, это для платформи, я сейчас говорю, Twitch, да, но я Мар'яну Безуглу засуджую, звісно, і з нею не погоджуюсь. Хотя и как человек, как политолог особенно, оценивая ее как потенциального политика, сейчас парламентария, я с ней тоже не согласен, прикормка для быдла. Но тем не менее, оцінює вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми або з наукової точки зору хворобами. Ну тут опять-таки вопрос, скажем так, научной компетенции, да, народного депутата Украины. То есть народный депутат Украины, политик, это кто? Это профессиональный конъюнктурщик, иными словами, профессиональная крыса, да, абсолютно профессиональная крыса, профессиональный обманщик, да, политик в Украине, это всегда профессиональный манипулятор. Ну уж точно это не профессиональный какой-то, это уж точно не какой-то специалист, это точно не человек про науку, причем науку настоящую, да, типа там здравоохранение, не какую-то гуманитарную хуйню, типа там политологии, блядь, философии, права или чего-то такого, ну в общем. Но тем не менее наука доказала, як известно. Ну, в общем, да, наукової точки зору хворобами. Наприклад, народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін – це стани, які супроводжують людину протягом життя. Вони накладають певні обмеження на реалізацію особистості, як фізичні, так і соціальні, потребують супроводу. Наприклад, людина з псоріазом стикається з проблемами шкіри, які впливають на якість її життя. Це стосується переважно набутих станів. Людина з ожирінням, якщо не лікуватиме чи не коригуватиме свій стан, проживе менше, а її якість життя значно скоротиться. Ну, от в Україні нет проблемы, конечно, ожирения, но сокращение продолжительности жизни вызвали многие другие факторы. Поэтому особенно смешно выглядит читать от народного депутата Украины про, блядь, то, що ожиріння, сука, проблема навісла охуєвша. Ожиріння – це хвороба і не може вважатися нормою, пише Мар'яна Безугла. Людина з гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, не зможе або не матиме бажання народити дітей. А отже, може випасти з процесу природного відбору і передачі своєї генетики наступним поколінням, включення в алгоритми розвитку людства протягом тисячоліть. Ну тут сложно этот пункт трактовать. Как тогда быть со всеми остальными, кто в такой, не знаю, тут писали про Дарвина, не знаю, наверное, в грубо дарвинистской такой логике проигрывает эволюционную борьбу там, да, ну, выражаясь ее какими-то такими подходами, не ликвид стал, не ликвид, инвалид там или еще что-то. Украинская держава, да, как страна, позиционирующая себя вот сторонником таких общезападных ценностей, поддерживает всех инвалидов, ну, насколько может, да, насколько держава украинская вообще что-то может, да, и не считает их прям неликвидом, не то, что там падающего толкни, да. Ну, тим не менше, продовжимо далі. Думка Мар'яни Безуглої. Безумовно, дуже важливо, щоб кожна людина мала можливість жити максимально повноцінним життям. Це включає роботу, спілкування, творчості та інші аспекти. Це також включає можливості адаптації та інклюзії. Я категорично проти дискримінації, каже Мар'яна Безугла. Водночас, вип'ячування відхилень як норми та підміну понять вважаю неприпустимим. Наприклад, у Homo sapiens існують тільки дві статі – чоловіча і жіноча, каже Мар'яна Безугла. Коротше кажучи, ситуація, коли гетеросексуальне населення відчуває себе лише одним із варіантів, а люди отримують гранти на бодіпозитив та випускають відео, як класно бути за 100 кіл, нічого не розмінювати та прекрасна повір у себе, 3 крапки. Ми маємо підтримувати одне одного, визнавати різноманітність і поважати кожну людину, але це не означає ігнорувати наукові та еволюційні аспекти реальності. Было, блядь, пиздато, если бы эволюционно куда-то, блядь, вот порода народных депутатов, или как она, потомственных каких-то вот таких, блядь, дипстейтов сгинула. Вот это было пиздато, но эволюционно они высоко забрались. Ми маємо, да-да-да. Отже, про мою позицію до відома. Це частково писала і раніше, каже Мар'яна Безугла. Бути представником ЛГБТ – це не норма, а психофізичне відхилення. Каже Мар'яна Безугла, я її засуджую. Це я для Твіча говорю, да. Це її мнення. Ожиріння – це хвороба, яку потрібно лікувати. Ну, я теж, мабуть, засуджую. Третій пункт. Дискримінація за фізичним чи психологічним станом, наприклад, відмова людині в роботі не через її кваліфікацію, а через те, що вона ЛГБТ, є неприпустимою. Водночас прийняття людини на роботу тільки через її належність до ЛГБТ, за умови, що інший кандидат має кращі навички, також є неправильним. Неужели?
Це вже позитивна дискримінація. Наразі проти квот як явища любих, наразі вона проти квот як явища любих за умови і можливості проти квоти. Та в українській дохуя вільній державі вона проти квоти, где вона, блядь, существует та на таких все время ограничивающих дискриминационных каких-то условностях, да, то есть ты таким, как ты родился, ты не сможешь вписаться в систему державного управления, например, да. В общем, короче, да, нужно, наверное, какое-то свое мнение сказать. Ну, дело тут не в геях, не в не геях, а в том, что, конечно, как повторяются всегда эмоции в отношении Марьяны Безуглой. И я помню, когда я рассказывал, да, ее какие-то мысли про армию. И вот то, что я сказал, до сих пор остается самым верным, да. Вот вроде читаешь, вроде правильно, но ты понимаешь, что ты читаешь это от профессиональной мрази подлой, да, от этой сучки, да, от этой самки шакала. И это та мысль, которую нужно ставить в вершину оценки того, что она пишет. Это все-таки политик, да. И разбрасывание там вот перед теми потенциальными политичными перегонами такой тупорылой прикормки для быдла, я с ней согласен, что там самой себя, да, скажем так, вопрос сексуальной ориентации мало вообще на что значит, да, и моя позиция всегда была такой, что вполне либертариарной, что стоит просто государству дистанцироваться из этих вопросов, да, и все довольно просто. И в этом смысле действительно превращение такой позиции, да, принадлежности к этой группе, я пытаюсь как-то обтекаемо выражаться, превращение это в политический капитал, да, как она пишет, выпячивание, это действительно, наверное, не лучшее явление в политике, хотя ни больше, ни меньше, да. Но при этом очевидно, да, самоочевидно, что в противовес этому выпячивание, разбрасывание вот такой прикормки для быдла, да, самого такого примитивного, и создание из этого политического капитала, да, из вот такого там обычных плюс-минус лозунгов, которые часто встречаются в разных других странах, популистичных, тоже нихуя хорошего нет, да. Ну, думаю, это такая простая, понятная логика, да. Но, тем не менее, уже там сторонники, фанаты усываются за это, да. Уже нашлись люди, которые это поддерживают, потому что, ну а что, она же правильно говорит. Она, конечно, да, говорит вот так. Ну, в общем, ось така Марьяна Безугла, и вот такие пару слов. Честно скажу, да, изначально я читал ее пост по диагонали, что имеет в виду, что я прочел первые предложения, и потом пункты в конце, и подумал, ничего себе она загнула. Ну, выходит вот так. При том, что вопрос конъюнктурный и здесь, да, то есть она даже сразу говорит, что на мою позицию в целом влияет смена власти в мире, да, ну, понятно, смена власти в Америке — это смена власти в мире. То есть вопрос все равно конъюнктуры, да. То есть было бы все иначе, то были бы и квоты, и хуйоты, и все на свете. Ну, в общем, вот такой народ Украины и вот такие украинские политики. Да, это, в общем, да, новости про тему. Интересно, сейчас я открою YouTube, блядь, наверное, меня уже забанили нахуй, да, Twitch точнее. Ну, в общем, да, йдемо далі по новинам, друзі, бо новини все-таки еще густые. Ну да, опять-таки, чтобы 3 раза не вставать, последующая новость, она тоже про политичные процессы, внутриполитические процессы в Украине, да, это постдоговорняковые предвыборные движения, материал РБК Украина. Ну там никаких новых завес покров не открывают, но давайте я вам сразу одну цитату процитирую, очень важная, и она очень точно отражает мою позицию, о которой я много раз говорил. Звучить эта цитата следующим образом. Усі чутки про вибори будуються не на тому, що хтось знає або володіє якоюсь суперінсайдерською інформацією про закінчення війни, а на тому, що на тлі загальної кон'юнктури ніхто з політиків не хоче бути захопленим зненацька, а є й ті, які хочуть, користуючись моментом, привести в тонус свої команди и попродавать свои осередки. Міркує один впливовый нардеп. Это просто та мысль, да, которую изначально нужно держать в голове, которую я вам говорил, что самой себя активизация политических процессов — это как бы такие взаимоподстегивающие процессы договорняк и активизация какой-то внутренней политики в Украине, да. Но нужно понимать, что сама их активизация никак не обеспечивает мир. Да, это просто какие-то взаиморазгоняющиеся вещи, да, то есть чем больше говорят о мире, о договорняке, сейчас говорят больше, чем когда-либо, да, за всю войну определенно. Тем автоматически политика сама собой становится активнее, а все остальные акторы в политике тоже реагируют на какие-то политические вызовы, и так эти процессы работают, да. Я просто к чему, что эту мысль я много раз повторял, но не стоит это рассматривать так, что поехал Петр Алексеевич Порошенко, да,
один из таких ключевых политических фигур в Украине, поехал на Запад, встретился с рептилоидами, лидерами мирового правительства, и те ему сказали, что Петя, будут выборы, так что там готовься, что будет завтра. И он приезжает, все, пацаны, мне сказали договорняк. Ну, эта мысль вроде понятная, но ее нужно проговаривать, потому что люди очень часто так к этому и относятся, буквально, что слышал, уже вот выборы, значит скоро будет мир. Может будет, а может не будет, реально вещи это не так связаны, как вам кажется. Но это та мысль, которую нужно держать в голове. Но в целом ничего нового в той статье там особо такого-то и нет, да. Ну, немного с поправкой на современность, да, что борьба идет за воюющих медийных, да, борьба между политическими силами за Залужного, борьба, если будет за кого, но пока что еще есть за кого, за Буданова, ну, такие люди, да. Наверняка появится кто-то новый, ОПЗЖ, благодаря державній політиці такой, тоже активно выдерживает какой-то процент. Я вот читал про Залужного, да, про то, как его агитируют разные политические силы, про то, что Ермак тогда, это опять-таки в рангах Нахрюков. Помните, Ермак тогда ездил куда-то там в турне в Америку, по-моему, и залетал на обратной дороге. На обратной дороге он залетал к Залужному, послу в Лондоне, да, и они там дарили детям подарки, но на самом деле не только ради подарков. Говорят, что они встретились и обсуждали с Залужным приглашение Залужного в новую политическую силу Зеленского. Эта мысль старая, я вам ее проговаривал, это еще идея у них возникла до войны, когда рейтинги колоссально упали на фоне коррупционных скандалов, типа там скандала с Трухиным, а сейчас и других продолжающих скандалов, да, упали колоссально рейтинги партии «Слуга народа», а это старый добрый украинский политтехнологичный прием переименования партии и наполнения ее новыми лицами. Варианта 2. Партия называется кое-как, типа образно там «Слуга урода» и так далее, или называется именем лидера самого типа медийно весомого, да, ну тут в этом случае «Слуги народа» Зеленский. Или наоборот, помните, как был блок Петра Порошенко, Петро Порошенко очко, будет европейская солидарность. Две вариации, вроде все просто, да. Так и здесь. Партия «Слуга урода» все, хрест на ней, уже больше не служим никому. Партия Зеленского, ну это техническое название, но вполне возможно, что какое-то такое и будет. Интересно, что они рассматривают, простите, что я так тараторю, просто побыстрее хочется, да, с этим расправиться. Интересно, что они рассматривают, ходят слухи, да, по писсуарам. Естественно, вот этого тоже рептилоида, который там, видимо, уже бабок набрал очень много, и влияния тоже они хотят включить. Возможно, даже он будет на должности сейчас Давида Арахамии, да, то есть он будет лидером какой-то там фракции, да, это Федоров. К чему я его вспомнил? К тому, что одно из возможных названий партии «Слуга урода» будущей, да, президентской силы, это «Дия». Они рассматривают такой вариант. Интересно, нет ли здесь никакого конфликта буквально законодательного, потому что там очень много ограничений на название громадских организаций. Несмотря на то, что вы наверняка видели громадские организации типа «Служба там безпекова Украины», да, и они потом выписывают все корочки СБУ, да, и так ходят. Ну, такое бывает, но тем не менее ограничения есть законодательные, и, возможно, в честь Дии нельзя назвать партию, потому что Дия это вот это, это цифровой ГУЛАГ, да, то есть вот это, ну, вы поняли, приложение, может в этом есть какой-то конфликт. Но тем не менее, а если нету, то довольно читерский ход. Да, и в общем, и вот слушая это все, как ездил Ермак, я как-то, как я от этой мысли про Ермака перетек аж до названий неймингов партий. Ну, в общем, да, что Ермак заезжал к Залужному и по нахрюкам предлагал ему вступить в эту новую обновленную политическую силу, а Залужный слился и сказал, что он не уверен, не знает и подумает. И все так теперь относятся к Залужному, что он не очень решительный, и неизвестно, решится ли на политическую борьбу, а если решится, то в каком уровне, то есть он будет свою кандидатуру двигать на президента, или в составе какой-то политической силы ему предложат потом должность либо спикера в парламенте, либо там какое-то министерское кресло, либо что-то в таком роде, да, либо там главы фракции. И из этого всего, не знаю, сам собой напрашивается вывод, что это такой украинский генерал Лебедь будет, конечно, с печальным, безусловно, финалом. Ну вот так. Да, пока ну и правильно РБК Украина описывает, я так тоже это вижу, что пока что они не тонут все, но не особо верят, возможно, из-за инсайдерской какой-то информации в мир в этом году. Поэтому они, ну, как бы не фальшстарт, да, не выступают в какую-то активную борьбу, а просто поддерживают себя на плаву. Залужный там как посол, как автор своих биографий в 3 частях: «Моя война, их война», «Наша война», нет, «Моя война, наша война, их война». Ну, а вот там, условно, какой-нибудь Кулеба штампует интервью, да. Ну, в общем, вот так.
В общем, вот так, ребрендинг. Ну и да, ключевой вопрос, отличающий эту политическую борьбу от всех остальных, это то, что непонятно, когда она начнется, но понятно, что борьба скорее именно за то, как много можно медийных людей привлечь, новых військовых. Ну, ось так. А потом, конечно, слить их в будущем, это, думаю, понятно. Да, ну а следующее, раз уж вспомнили, да, Дмитрий Кулеба, секс-пулемет интервью, да, секс-интервью пулемет любви, это часть уже вторая, да, не успокаивается он. Вышло новое интервью, вот это комик плюс историк, да, где вот этот стендапер из Чернигова, помните, вышло интервью, говорят, хорошее, задонатьте, посмотрим, я его не смотрел, но я, скажем так, ознакомился с другим интервью BBC дал западному медиа, дал интервью Дмитрий Кулеба, бывший министр иностранных дел Украины. Все и так не могут ему забыть лопаты. Но мне кажется, я политтехнологически чуйка робит у меня, что все-таки, мне кажется, не без участия, наверное, действующей политической силы именно такая борьба идет, да, с Кулебой, да, то есть, ну, много кто говорил много чего про лопаты и не только, но именно Кулебе, каждый его пук, он не проходит, типа, он не проходит незамеченным. Я думаю, что это связано с тем, что в нем видят потенциально конкуренцию, и наверное, да, то, как он вылетел как пробка, да, по Ермаковскому пинку вылетел как пробка из кабинета министров. Думаю, это означает, что отношения там не такие, которые могли бы позволить ему попасть в ту будущую политическую силу президентскую, если мы уж фантазируем на тему там будущих политических процессов в Украине после войны. Видимо, не позволяют там никакого места сделать, и, видимо, поэтому он будет, в общем, теперь, блядь, с этой лопатой всю жизнь и запомнится этой лопатой. Да, но тут дело не в лопате, я просто это к тому, почему так активно все. Ну, в общем, да, какое-то он давал очередное интервью BBC, и тема снижения мобилизационного возраста, и он рассказывал, что, ну, наверное, Украину не дожмут до 18 лет, наверное, снизят там на несколько лет сначала. Что, кстати, здравая мысль, может так и будет, может позже мы еще поговорим, почему. Да, но говорит, что я сына своего еле отговорил. Это он, кстати, не первый раз говорит, а обратили внимание только сейчас на это. Что сына своего я еле отговорил идти, а он очень хотел воевать, но я ему сказал, не надо, иди учись. Ну, по-отцовски правильно сказал, да. Но при этом говорит, да, если снизят все-таки до 18, то единственный радый будет мой сын, да. Но я ему говорю, что не надо тебе в армию, там нехуй ловить. Но если он пойдет, я к его выбору отнесусь стоически, с пониманием. Ну, в общем, вот так. Наверное, тут нужно дать какие-то оценки, но мне нечего сказать, поэтому я что скажу, что я думаю, что он в это искренне верит, да, но он, наверное, до конца не осознает, под каким прессом он находится, видимо, как политический оппонент офиса президента, поэтому базар ему, конечно, надо фильтровать x100 раз, как Марьяна Безугла, нести всякую поебень для быдла такого уровня, да, типа самую простую, без там своих каких-то искренних эмоций там и рассказываний про сына. А такое, типа, что воруют, хуёвые, не дают оружие, Запад хуёвый. Ну, вот так. Мир меняется тоже, может к лучшему. Ну, в общем, плюс-минус такие вещи, да. И то, собственно, о чем мы упоминали, что Соединенные Штаты продолжают, это важно, наверное, что именно продолжают настаивать на снижении мобилизационного возраста в Украине, да. И что послужило активизацией этих разговоров? В чем выражалось, собственно, это продолжение давления, да, продолжение давления по поводу снижения возраста? Майк Уолтс, советник по нацбезопасности Трампа, да, дал интервью ABC News и сказал, что мы должны увидеть стабилизацию фронта в Украине, да, и ну, в общем, на поле боя. И поэтому мы будем просить Киев, чтобы он как бы набрал живой силы. Имеется в виду украинцев, да, мужское население Украины. Имеется в виду под этой живой силой. Сейчас, говорит Майк Вольц, чем показывает свою хорошую осведомленность в делах Украины, сейчас, говорит Майк Вольц, они призывают с 26 лет. Даже он не знает, что с 25. Ну, типа, очень охуенно он ознакомился. Да, но какая разница-то в целом, правда? Да, в общем, говорит, что часто они призывают с 26 лет, да. Но если они призывают, вот эта цитата, думаю, самая крутая. Он говорит, что если они призывают мир пойти ва-банк ради демократии, что немаловажно,
Я думаю, что вопрос выживания Украины и демократии это что-то очень непонятное. Это что вообще имеется в виду, да, под этой демократией? Это прозападный курс Украины, наверное, это имеется в виду, или сменяемость власти, или что? Что из этого? Но да, опять-таки, Украина и демократия это вещи еще надо понять, насколько вообще связаны между собой, если понимать демократию как сменяемость власти, свободу политической борьбы, свободу слова, ну, то есть вот такая западная демократия в современном виде. Но тем не менее, да. Ну, этот, в общем, Майк Вольц, он говорит, что если они призывают мир пойти ва-банк ради демократии, то нужно пойти и самим ва-банк ради демократии, говорит он. Ну, тут очевидно, да, что наша ставка, она для нас важнее, да, потому что такое для Америки пойти ва-банк? Они ва-банк не пошли, а если мы пойдем ва-банк, ну, то нам уже точно пизда. Ну, разводка какая-то классическая. Ты пойди сделай, а я посмотрю, может быть, сделаю. Типа ты прыгни, а я прыгну за тобой. Ну, полная идиотия. Понятно, что они там умом не блещут, новые кадры Трампа даже в формулировках всякой поебучки, поебучки. Поебучки, да. Ну, вы знаете, есть еще такой персонаж, как спецпредставитель по Украине, да, Кит Келлах. Упал намоченный. Упал намоченный по делам Украины. И вот он там ездит по Европе и, наверное, встретится с Зеленским. И вот где-то там станет как-то подробнее ясно вообще, что имеется в виду и что Украина, очевидно, сможет выторговать в плане этой мобилизации и возраста мобилизации и сможет ли выторговать вообще, да. Как говорится, сможет ли президент Зеленский донести аргументы им? Я думаю, они и так все охуенно знают, и никакие аргументы им не нужны. Но, в общем, да, надежды на вот эти встречи Кита Келлога, упала намоченного по делам Украины с Зеленским в целом, да, ну он еще встречается с европейцами, может они ему тоже что-то скажут, но я думаю, что они ему скажут, да-да-да, надо, конечно, снижать, бо, ну, что украинцев дохуя слишком, правда. Ну, в общем, да, я просто вот что хотел выделить, очень важная политическая тема, да, и я на ней всегда настаивал, и хоть и повод грустный, но радует меня, что теория подтверждается, наверное, говорит о неплохом в целом моем каком-то аналитическом начале. Это то, что преемственность-то есть, да, преемственность политики и администрации присутствует, определенно присутствует, несмотря на политические лозунги, несмотря на, казалось бы, какие-то диаметрально разные взгляды на внешнюю политику, что Салливан, да, на последний год говорил о том, что, ну, в разных там каких-то моментах, и какие-то люди в Пентагоне говорили о том, что, ну да, Украине надо снижать возраст призывной, да, надо, конечно, надо снижать, и они громче и громче говорили. Что мы видим, да, люди меняются, фамилии меняются, но взгляд на вещи и на будущее Украины не поменялся, не поменялся. Тут уже вопрос, как они видят, да, это будущее. И тут разное начинается, ну, наверное, конспирология, потому что, ну, каких-то подтверждений объективных этому найти невозможно. Это, наверное, делает такие вещи конспирологическими, да, это то, что есть версия такая, которую вы наверняка слышали, что это один из рычагов давления на Зеленского. Все понимают, и в каждом обществе, и Россия это подтверждает, и Украина, что самые болезненные вопросы это не бомбы, не ракеты, это вот мобилизация. Мобилизация самое сильное потрясение для общества. Каждый виток мобилизации, ее усиление значительно уменьшает время, которое вы сможете адекватно провоевать. Именно в плане смещения социологии, как быстро ты будешь терять популярность, как вообще страна может существовать. В этом смысле у России огромная фора и преимущество в том смысле, что им мобилизации как таковой, как в Украине, удалось избежать. Их большое преимущество. Здесь есть какие-то проблемы, да, что если бы вышло как-то Россию добиться, да, спровоцировать, как-то добиться от нее этой мобилизации, да, тогда бы, скажем так, у них бы запустился таймер, как долго они могут эту войну вести. Он другой вопрос, что, конечно, они и очень много людей могут мобилизовать. Ну да, и из этого просто выходит, из того, что это очень сильное потрясение, что пану президенту Зеленскому никакого резона такое решение проводить нет, потому что и так все очень хуево, а ты значительно все социологически для себя ухудшишь, да. Все твои там рейтинги, все возможные, от каких-то институциональных, оценок институциональных вещей, там, политик, проводимых тем-то, тем-то, доверия тому-то, тому-то, оценок будущего страны, ее перспектив, как закончится война, как то, как все, как пятое, десятое, до оценок рейтингов буквальных, да, кто насколько популярен, это все нанесет очень сильные удары. Главное, это не просто тыц и все, а это тыц, который длится во времени хуже, хуже, хуже. Это ускорит тренды вот эти снисходящие всех таких цифр. То есть идти на это совсем не хочется, совсем не хочется. И в этом смысле, да, это, наверное, можно было бы так растрактовать, да, что это такой аргумент,
такой инструмент в руках трамповской администрации, который может на Киев подействовать, но не так, что мы закрутим сейчас вентиль поддержки, да. Очевидно, что это слишком удобный для Москвы инструмент. То есть Москва, ну как это увидят в Москве, да, предположим, что вот давят на Киев таким образом, ну значит Киеву скоро пизда, да. А здесь понятно, что мобилизация людей не улучшит, ну однозначно не улучшит положение Москвы одномоментно. То есть, ну, новые люди в украинской армии, да, в немалом количестве создадут проблемы на фронте для России. Вот, да. И в целом это неплохая, наверное, теория была бы, если бы она не совпадала так хорошо с прошлыми папками и методичками прошлой байденовской администрации, да, и вот этой политики Салливана. Таким образом, мне кажется, что скорее, наверное, расчет, ну, я при нем всегда остаюсь, самый простой, да, что вложить минимум, получить выхлопа максимум. Простейшая схема, абсолютно не надо придумывать, блядь, девятиэтажных каких-то конструкций. Соединенные Штаты Америки, они такие именно из-за такой прагматичной политики, недостижимой, видимо, для нашей власти. Да, у них прагматизм в другом, он в каких-то вопросах личного обогащения, личного карьерного роста и так далее. Да, именно из-за такого прагматизма эта страна такая, какая есть, да, мировая сверхдержава. Ну, в общем, я это все к чему вел, что, наверное, все типа намного банальнее, да, никто там не думает о том, как там на тот Киев надавить, что добиться, вложить минимум, получить максимум. Получить максимум можно еще мобилизовавший какой-то живой силой, да, в Украине. В какую позицию поставить такое решение Украину, это уже другой разговор. В том смысле, что сейчас у Украины это хорошая такая карта для блефа, да, что вот нам еще есть что делать, то есть люди на фронте заканчиваются, но все со всех сторон понимают, что Киеву еще есть что предложить, да, еще есть что предпринять, то есть то, что люди заканчиваются, это, скажем так, это решаемая задача, можно снизить всегда мобилизационный возраст. Если мы это сделаем, и мобилизация, как и сейчас, идет не так, как хотелось бы, и дальше продолжит идти не так, как хотелось бы, то, ну там, условно, полгода будут люди хорошо набираться, а потом будет хуже, хуже и хуже. Урон получит страна очень большой от такого решения, понятно, да, потому что часть там из этих людей и работает, да, с 18 до 25. В целом участвует как-то в экономической жизни. Понятно, что это нанесет этому всему урон. Понятно, что это нанесет урон вот те все социологические какие-то цифры, да, общественных настроений, о которых я уже сказал, что для государства очень важно, да. Без этого невозможно проводить как-то адекватно политику. Понятно, что это нанесет сильный удар по будущему политической силы, личному политическому будущему президента Зеленского, что для него, я думаю, первоочередно. В общем, исходя из всего этого, да, ну и мы лишимся той карты. То есть, когда эти ресурсы иссякнут, этих 18-летних, да, не означает, что они физически закончатся, эти 18-летние, просто цифры их мобилизации будут не такими, как надо. То уже как бы этой карты блефа не будет, инструмента блефа этого не будет. И это будет означать для нас очень печальные последствия. Так что, в общем, вот так. Какие из этого сделать выводы? Наверное, лучше их не делать. Лучше просто тихо ждать. Ну, в общем, вот так. Да, ну, друзі, частина інтерактиву на стрімі, як завжди. Інтерактивна частина інтерактиву. Интерактив на стриме, давайте немного вам предложим интерактива. Интерактив выражается в, как там написали, Шарашкиной конторе, хотя их довольно много, но эту я, походу, путаю с другой конторой, которая проводит социологию. Ну, мы просто с ней знакомимся. Я понимаю, что вы все видели эти цифры, потому что люди, которые крутятся вот этих там, скажем так, культ договорняка, да, они, конечно, очень сильно обратили внимание на эту социологию. Вот она, да. То я никого удивить этим не смогу. Это передові правові инициативы. Есть несколько просто, скажем так, компаний, да, которые занимаются вот такой социологией, да, с таким плюс-минус неймингом, поэтому за авторитетность сложно судить. Кількість респондентів 5000, траля поля, наверняка російське ІПСО. Вік, стать, понятно. Тут из интересных цифр, да. По краинам вы видите разбивку, да. Из интересных цифр мне понравилось даже не празднование Різдва, а социальный статус
Меня удивил здесь аж 3,25%. Ну, может, не удивил, но что-то подтвердил, да. То, что в этом опросе из этих 5000 державних службовців 3,25%. Що немало. Ну, матеріальний стан траля тополя. Самое главное, що всі смакували. Якщо б вам довелося обирати, що б ви вибрали, да? І тут, типа, піки точоне, море говна, ліс. Ліс війну до виходу на кордони 91-го року підтримує 26% по всій Україні, а негайні мирні перемовини з виходом на компромісний варіант 73%. Ну, в общем, і ПСО наверняка. Ну, а наступна новина виглядає так, що звернення одно из вечерних обращений президента, вот этом классическом белковатом стиле, просто читаю политтехнологически его, но сильно он бесячий, да, а вот эти ежевечерние обращения. Украина, ну, в США бушуют пожары, вы знаете, Лос-Анджелес, там окраины какие-то его горят, но что? Украина готова помочь США, да, и готова помочь США тушить пожары. В Калифорнии и готова отправить 150 пожарников, уже готова отправить. Ну, понятно, это только такое, это, скажем так, почва для таких советских шуток, знаете, вот эти классические советские шутки, за которые люди уезжали в лагеря. Что там, ну, типа смертность, потери ебанутые будут среди этих пожарников. Единицы, блядь, единицы вернутся назад, реально. Очень рискованная будет операция. Ну, я думаю, что если реально такое будет, то, наверное, их родственников здесь как-то оставят, так скажем, это обтекаемо. Чтобы избежать такого позора, да, невозвращенцев. Да, в общем, ну все, друзья, новости закончились. Какой же это тупорылый жанр, ну реально. Просто кошмар. Но, да, друзья, донатьте, пожалуйста, потому что это единственная реальная мотивация вам что-то озвучивать. Последняя сигарета, но не последняя пачка сигарет. Я, кстати, сейчас буду курицу жарить, пока новости слушаю. Ты знаешь, Микола, это как вот этот, блядь, окорочок пожарив, помнишь, да? Сейчас там этот мужик какой-то трэш на стриме ссытся под себя и так далее. Ну, как я, в принципе. А вы обратили внимание, как без угла профессионально отвлекает внимание от того факта, что один из мажоров, топтавший флаг, ублажал Ермака. Ну, в смысле ублажал? Ринсвайн, ну слушай, тут половина неподтвержденные факты. Топтал, не доказано. Ублажал, не доказано. Мало ли что. Это тот самый анекдот. Подожди, еще не доказано. Да нет, я с вами не согласен, пацаны. Это не вопрос психоанализа никакого, да, это вопрос буквально социальных проблем Украины. И я думаю, они... О, блядь, а как это так... Ну ладно, вы типа не обращайте внимания на тот мусор. А буквально каких-то вещей, которые мешают нам в политическом развитии. Это как такие процессы, как такая же активная молодежь бегает на Западе и говорит, блядь, вот то поколение нажило себе сраные квартиры, дома, а мы теперь купить не можем. Мы будем все нахуй разрушать. Ну ви розумієте? У мене є теорія щодо ідеології сьогодні, я теж політолог, на жаль. Коротше, як і немає якогось одного жанру в фільмах і іграх, а сьогодні усе відноситься до мультижанру, так і ідеології. Зараз усі відносяться до мультиідеології, як от Путін. Коротше, умна теорія. Ну, звісно, умна, ну... Да понятно, что это, ну, условности, да, эти все разделения довольно условные. А в условиях украинской политики то и подавно, да. Мы еще очень далеки от таких институциализированных каких-то партий, да. Ну, надо ли об этом говорить? Для народных депутатов ожирение это серьезная проблема, это факты, да. Я, кстати, смотрел недавно какое-то интервью спикера парламента Руслана Стефанчука, где он рассказывал, что его булили за этот объем. Я не знаю, я просто не хочу рассуждать о болезнях, не болезнях. Тут вопрос политтехнологии и типа затравок вот таких, вот такого поддержания популярности. Это мало чем, просто может большая подлость, да, мало чем отличается от ее каких-то спичей там про армию, про еще что-то. Нет, ты знаешь, Комдор, это были эмоции, это было стыдно и неправильно. Наверное, нельзя над таким буквально смеяться. Это было не круто. Я себя осуждаю. Это не красит меня как человека, хотя мы все люди подвержены эмоциям. Ну и понятно, что как человек я тоже так-то, блядь.
Не то чтобы классный парень. Как выжить политику не конъюнктурщику? Да как хочешь выживай, корчить, блядь, из себя не надо вот такую хуйню, ну. Но опять-таки, тут каждому свое, опять-таки, любители этого найдутся. Но мы же с вами не такие прагматики, да. Если мы так будем рассуждать, там, у нардепа Гурина высочайший IQ, о чем нам тогда с вами говорить? Не, я слышал от них и такие аргументы, что, ну, в целом ОПЗЖ не поддерживает такую движуху, да, грантовую. А шо по Гончаренко? Это ты у Марьяны Безулой спроси. Ну, это тот тип геев, который их устраивает. Тихий, закрытый и вроде даже и будто не гей. Это как в российском государстве, да. Все запрещено. Есть регионы, где там вообще их казнят. Геев в смысле, да. Но вот у них есть Красовский, да. А есть какой-то сказочный исход, который приблизит окончание войны без понижения мопки и т.д. Договорняк чешо? Нет, ну Путин ласты склеит. Отличный исход. Ну, по крайней мере, какое-то время мы точно выиграем. Пригожин был охуенный вариант, но не стрельнул, правда? Да это ипсошный, блядь, опрос. Я вместо этого опроса, пацаны, вставлю разговоры про секс в Советском Союзе и сейчас, і завтра. Можливо, я не викупаю до кінця, поясніть, будь ласка, невже питання геїв настільки актуальны? Ну, это, видишь, просто возможность заработать среди какой-то прослойки населения какие-то политические очки, да, сагитировать ее на свою сторону. Ну, наверное, это отвечает ее реальной системе ценностей, но какая может быть система ценностей у такого потомственного дипстейта, да? То есть, ну, им вообще никогда нихуя не угрожало, да? У нее дети могут быть там 300 раз геями, им башку не проломят, ничего не будет вообще, никаких последствий. Так что можно делать, что хотеть, откровенно, и говорить, что захочешь. А то, что у просто исчезающей, тающей Украины вопросы ожирения и геев, типа, на таком далеком, блядь, по актуальности месте, типа, такого места ты хуй найдешь, как это далеко. Я думаю, это понятно. И, ну, в этом особенная смехотворность ее вот этой программы, да. Что на фоне всех остальных проблем, которые они решать не хотят и не будут, да, они вот, смотрите, блядь, какой у меня взгляд, что я имею вам предложить. Как мы раньше жили. Я как-то нарезке решил посмотреть «Панду кунг-фу» вторую или третью, и там пошли разговоры про повесточку, мол, УПО, два отца, ну вы поняли, да, это как я посмотрел мультик, как это было. Захотели посмотреть мультик, да, и вот нашел я мультик и начал писать его название, а там первое... Вот как мультик только назывался, я не помню, но я уже об этой истории давно рассказывал. Что-то Луций. Ну, короче, там в мультике вот этот мопед Веспа, короче, и два друга. И когда я писал название этого мультика, там название мультика и ЛГБТ первое в поиске. Я почесал репу, задумался. Весь мультик потом я смотрел и видел в нем четкое гейство. Но я забыл, как этот мультик назывался. В общем, там на мопеде Веспа ездили, да. По Италии. Ну, если после такой, типа, после такой информации его смотреть, то ты весь его видишь как жесткую. Три богатыря, да. Не знаю, какая из них. Дурею с этой прикормки. Вот это, конечно, пиздец, да. Интересно, какие мемы будут вот через года 4, как вы думаете? Наверное, вообще будет буква, типа. Ну, я понимаю, что это старческий гундеж. А качки, как-то не слышал сегодня про них. Качки, как качки, купив 4 мешка комбикорму, живут нормально. Атверпен пишет, так лол, ось ти кажеш, що правые, конечно, тупые. Ну правые это кто? Это кто, типа, правые? Кто это правые? Это правые, типа, у которых взгляд на рынок правый, условно? Или это кто правые? Или правые те, кто во французском парламенте спрашивает? Да. Клюнул на прикормку. Я не говорю, что правые тупые. Ну, быдло просто такое, да. Тупое, ни больше, ни меньше, да. Это такие же люди, как сегодня вышли умные спикеры от партии «Голос» и сказали, что надо, блядь, легализовывать браки. И вообще, вот, мы посчитали новость на грунте. Вы представляете, что там доказали? Ну, просто два полюса вот таких лагерей. Марьяна Безула профессиональный в этом смысле... профессиональный манипулятор и с опасным политическим реально таким потенциалом, в смысле успеха, да. При этом саму ее я считаю какой-то дурой вредной, да, ну нихуя полезного они там в парламенте не сделали в целом. Ну, в целом, да, конечно, да, клюнули на прикормку, але може це як 4D шахи, типа клюнуло, конечно, праве бидло, але активність правого бидла, це прикормка для лівого централізованого бидла, яке клює на активність. Такой ты наворотил, блядь, такого ты настроил друг на друга. Я не знаю, что ты имеешь в виду.
Наверное, слишком много, типа, слишком насытили мы это все оскорблениями какими-то, да. Если от этого отступить, да, то просто убивает, что такая примитивная политтехнология работает, да. При этом люди не замечают каких-то других аспектов, более сложных в ее политическом образе, да, в ее политическом портрете. Видите? Начиная вступление с такой хуйни, типа, меня много раз спрашивали, там, условно, я выражу свое мнение. Сказала бы, что, блядь, у меня есть мысль, я хочу, чтобы каждому раздали по 5 гривен, например. И раздавали каждый месяц. Ну, тоже идея. В Германии национал-популистов номинально возглавляет женщина, которая живет с партнеркой из Шри-Ланки и Швейцарии. Поэтому ставлю 3 копейки на то, чтобы Зула после войны переедет в Польшу с Раминой. Но это правда, она похожа, конечно, на какую-то лесбиянку. У них там, знаешь, есть подел типа на лесбиянку, которая больше мужской образ, и на лесбиянку, которая более женский. Она похожа на тот первый вариант, но это правда. Ну, наверное, так оно и есть, да. Это как депутат Европарламента от вот этой партии Орбановской, блядь, как она там называется, Усер, Высер, ну у них у всех такие названия, Фидес, блядь. Да, и его депутат от этой партии из Европарламента, ну, естественно, эта партия, все там очень консервативно настроены, бесконечные спичи на то, как разрушительны для нас эти ебучие, ну, ты сам понимаешь. Бац, поймали на Георгии с наркотиками, прыгал с наркотиками и рюкзаком с наркотиками, прыгал и спускался по вентиляционной трубе, поймала полиция, большой позор. Просто я же говорю, ну, стоит с опаской относиться от политизации, да, стоит с опаской относиться, она об этом сама пишет, но сама этим занимается. Стоит с опаской относиться и отдаляться от политизации, да, таких вопросов. Я уже молчу о том, что это и всегда в будущем вызовет реакцию потом нездоровую, да, которой мы тоже будем не рады. Как на Западе, да, придут люди и скажут, что, боже, как мы жили, такое было угнетение, давайте мы сейчас обеспечим другого рода какую-то политику, поддержим квотами, например, угнетаемых. Ну и все это проще, ну и адекватно вполне, в смысле и ценностно, да, этически, если дистанцировать этого политику и державу. Вроде мысль простая, наверное, просто нужно было сразу. Ну, с одной стороны, это тоже не то, что там быдло клюет на прикормку, но с одной стороны, есть смысл вот в таких, так ангажированно эмоциями что-то рассказывать. Каким-то людям это нравится. Но с другой стороны, наверное, теряется какая-то здоровая суть мысли, да. За этими оскорблениями может непонятно, что я имел в виду. Ну, есть проблемы, есть уязвимости. Да, язык это наши ограничения. Давай Кулебу сколько вывезешь? 200 гривен. Ну, можно. Зрил с Ютуба сотка, спасибо. Денчик, держи на сиге, спасибо за контент. Засыпаю по твои видео без негатива, голос просто приятный. Спасибо, мне мой голос, конечно, никогда не нравится. Да, еще прошу прощения, что я кого-то, хотя мне эта тема всегда у Глада Валакаса нравилась. Напугал очень резким громким звуком, потому что у Глада Валакаса такая тема была на стримах, где он резко орал, Гадзу запускал, да. И люди, которые спят, обсирались. Вот. То я вот это уезд сделал, и все испугались, кто спал. Один человек. Ну ви поняли, блядь, да? Ти от кажеш, що примітивні політтехнології працюють. Ну, тут тоже понял, примитивная и рознь. Ну, окей. Наверное, такая вещь, да, глупая и топорно ей поданная, но все-таки, наверное, ну, я бы сказал, что все-таки контрмейнстрімна для українського політикуму. Наверное, це і не так примітивно. Але я от коли 300 років назад в універ збирав пропаганду, теж не вірив у те, як люди легко кушають будь-яку хуйню, але виявляється, їх на це правильно... Ну, слушай, блядь, ты просто понимаешь, что я пытаюсь донести? Я не говорю, что это политтехнологический провал. Да нет, наоборот, успех. Это баба непотопляемая, да. Она воевала с самым популярным человеком, вот, ну, в смысле, в политикуме, да, одним из популярнейших, с Залужным, будучи бабой и парламентарием, да. У нее, на ее стороне одни минусы, на его одни плюсы. Он всеми любимый герой. Она воевала, ее не разъебали. Понятно, она пользуется какой-то явно протекцией сопрезидента, но тем не менее, да, она выдержала давление в смысле общества, да. Она демон, ну, мне кажется, это очевидно. То есть очень опасная такая фигура, да. Цинизм, да, с которым они там голосовали за законы по ужесточению наказаний в армии и так далее, при этом крича о том, боже, військові, там, какой кал, какие советские генералы уебаны, это не мешало ей так голосовать. Ну, то есть, понятно, как такая циничная хуйня работает, и она везде читается. Я к чему, что политтехнологически, типа, да, завлечь людей, там, каких-то вот таких, там, как человек в комментариях, которого мы сильно оскорбили, наверное,
Хотя он бы нас тоже так наверняка сделал, узнал бы, что мы там, ну, против казней таких людей, да. Ну, в общем, я это все к чему веду, что на них это работает, это успех политтехнологический. Но мы же, если я просто это скажу, этого, наверное, мало, да, пытаюсь пропустить через призму какой-то своей оценки, своих ценностей и вам это сообщить, да. Говорить о том, что политизировать вопрос ориентации плохо, но самим этим заниматься, это в ее стиле, да. И в этом смысле она, мне кажется, политик опасный, да, и очень циничный. То есть, ну, для меня это политик плохой. IQ, думаю, у нее заебатый, возможно, конкурирующий с господином Гуриным. Мне кажется, все проще. 40 лямов людей, да меньше, гораздо меньше. Людей сидели, терпели либеральную повесточку, прекрасно понимая, что 3 гея на всю Украину. Страна в говне, а на их защиту на параде ставят роту ментов, которые тебя вчера отмудохали по беспределу. Конечно, они кайфуют, что красная тряпка теперь груша для битья. Да не знаю, насколько это было, блядь, реально, типа, важно украинцам, да. Ну, то есть, если это кто-то где-то говорил о том, что, а вы знаете, гей разврат, то они такие, ну да, хуево, ну наше население, понятно, постсоветское, ну довольно, мне кажется, в этом смысле не такое, как в Европе, скажем так. Но в целом, насколько это реально было актуально, и вот просто вот этот вопрос, да, 40 лямов людей сидели и терпели либеральную повесточку, я даже не знаю, типа, насколько она была реально публичной, да. То есть я всегда приводил этот пример, что они везде включали вот такие вещи, какие-то либеральные повесточки, да, в смысле ты читаешь любую преамбулу там к каким-то вакансиям на державную службу, да, там везде написано, что все с соблюдением принципов гендерного равенства, недискредитации и всяких таких вещей. Но в целом, а где оно еще выражалось, я не знаю, да. У праві у нас зараз ідуть, бо бити морду дозволяють. Та буває платять за биття морди. Якщо з'явиться орга ліва, де дозволяється бити морду, то тоді і підуть. Подивіться, як ліві. Ні, мені кажется, що у нас, ну, вполне логічна, типа, антирейтинг левых организаций, да. Ну, на противовес тем временам, о которых ты говоришь, да. Или на противовес другим странам, где, наверное, левые организации превалируют. Но тут, мне кажется, тут уже какой-то вопрос психологический, да, обычный, как молодые люди попадают в такие компании и чем они там занимаются. То есть просто вот это, что ты говоришь, быты морды, да, это обычно в чьих-то интересах их бьют, кто-то это разрешает, кто-то это покрывает, кто-то это спонсирует. Делается это ради чего-то. Ну и, конечно, да, там есть акции по поддержанию популярности среди этих детей, да, там побить вот этих слабых, побить тех слабых. Ну, для поддержания, но при этом есть акции там. Ну, были до войны, конечно, это я рассказываю скорее за довоенную Украину, но сейчас тоже где-то оно проступает. Их любимая тема качания застроек там и так далее. Ну, кто-то на этом, понятно, зарабатывает. Тут не о чем думать. На одном из стримов, я помню это, ты говорил, что лучше, чтобы лидеры Украины были из Западной Украины, чтобы избежать влияния манкуртизации. Если я все правильно помню, почему так? Ты же не с Запада, к примеру, ПС. Вопрос без провокации, просто хочу понять. Ну, да, но где популярные какие-то люди, да, или популярные взгляды на украинскую политику, популярная риторика, я явно от нее очень далек, да. При этом просто так случается, да, что самые конченые люди в смысле своих политических предпочтений, да, самые живодеры, они почему-то из центральной, северной, восточной, южной части Украины, да. Потому что эти люди обычно не имеют какого-то устойчивого представления о своем прошлом, да. Это обычные их родители или деды, обычные советские люди, сконструированные, выстроенные, созданные советской системой, да, у них нет каких-то ценностей, за которые они будут держаться и так далее. При этом почему-то так бывает, ну, может, это вопрос фильтрации, да, понятно, что люди, которых я знаю с Західної Украины, они, ну, всегда, наверное, будут специфичные, те, с которыми у меня есть возможность пообщаться, скажем так, то есть мои зрители, например. Но просто почему-то, когда их встречаю, то у них есть какое-то понятие об их прошлом, да, они лишены каких-то таких психологических моментов стигматизации и стыда за то, откуда они, на каком языке они говорили в детстве, и, ну, вот таких каких-то психологических феноменов, да. То есть у них уже есть что-то устойчивое их, у них есть, они сами устойчивые. Они, как люди, которые родились на непозорной земле, разговаривали на непозорном на данный момент языке, как бы это дико и дебильно не звучало, да. И это, скажем так, все это, да, вот это, и те факторы, которые я перечислил, которые свойственны восточным и всем остальным регионам Украины, в общем, да,
Те все факторы, они не мешают им более свободно и широко мыслить. Ну вот так. У людей взрывались жопы со всяких гендерных методичек по разминированию. У нашего человека реакция на повесточку сильнее, потому что в стране полно проблем, а вместо их решения нашли тендерную яму для попила бабла. Такая тема за границей выглядит органичнее, когда все остальное хорошо. Ну да, наверное. Ну просто я к чему, что это же тоже кто-то должен выпячивать, да? Как там совсем с вопросами коррупции и так далее, да? Почему позорный язык? Ты же сам против текущей языковой политики, насколько я понимаю. Я-то да, но украинская держава, как сказал сам президент Зеленский в интервью, который всю жизнь говорил на русском, семья вся его говорила на русском и так далее, но вот он еврейский манкурт, да, типичный пример этого. Он говорит, что у него нет уважения к русскому языку, потому что у него нет понятия ни родного языка, ни языка матери, потому что он такой человек. Такая природа многих людей, которые там родились и живут, да. При этом этим же, наверное, во многом и объясняется их падкость на российскую пропаганду, да, уровня России-24 и ждуны, и вот это все. Это в целом дополняет мою картину. Я просто, когда говорю о позорном языке, имею в виду погляд украинской державы, которая всячески репрессирует его давно и последовательно. Ну, у нее там свои интересы, но суть в том, что культурно, да, вот в мейнстриме, в общем, это приобрело такой окрас, да, вот недавно актриса, которая снималась в «Тенях забытых предков», отказалась со сцены говорить на украинской мове, да, хотя это не то, что там как-то она как-то что-то, это ей крикнули из зала, можно, будь ласка, на украинский. Она сказала, не, я не буду говорить на украинский. И там аплодисменты, и все, какое-то вызвало просто, ну даже не то, что волну злобы, но, понятно, наше общество по этой линии разделено уже. Теперь, да, но в целом какое-то стало обсуждаемой темой. Это грустный нам диагноз, да. Это просто на тему русского языка, да, и насколько он не позорный. Ну, все-таки украинская держава его поставила в такой ранг, чего и добивалась. Вот это я имел в виду, да. Стоит ли напоминать, что у нас в гендерном угаре придумали феминитивы? Да, блин, ты понял, ты стал вспоминать такие папки, которые я уже давно забыл, реально, феминитивы, которые за границей даже в произношении быть не может, но впарили как западную ориентацию. Ну да, но все эти люди, которые их, это маргинал любит говорить, что вот феминитивы там из какого-то языка, эти люди, которые получают гранты от западных структур, всегда, да, на американские деньги всю этой хуйней занимаются, они доказывают, что вообще феминитивы свойственны украинской мове, да, тут была там условно докторка там или еще что-то такое, письменница, уже давно. А в западном языке, ну да, другой язык. Ну, в общем, да, ну, действительно, была когда-то эта тема, ты понял, обсуждали феминитивы, вот я всегда вспоминаю этот пример, который я любил приводить. Ну, понятно, обычные пары политологии, обычные пацаны из провинции зачастую, сидят и вот говорят, да, феминитивы это кал. Как могут бабы обижаться на вот это какой-то там буквально буковку, да? И я им всегда приводил этот пример. А вот вы, когда говорят не вы Украине, а она, не, ну тут, блядь, ты извини, это уже совершенно другое. Ну, действительно. То есть те, у кого родной язык Украины с Запада, у них меньше негатива к рус-языку, у них типа более взвешенное понимание карты мира. Ну, что-то они... Я реже встречаю людей с такой позицией, как люди с востока страны, или люди там ездящие до войны в Россию, или еще какая-то такая хуйня. Им ничего, никогда никакой самости культурной у них не было, им не сложно стать украинцем, стать, блядь, китайцем, еще им что завтра скажут, кем стать. Они им станут, конечно, и веру поменяют, и дни празднования праздников религиозных тоже без проблем поменяют. Так если бы на говорили не зетники, то никто бы не триггерился. Зетники зашкварили на. Да, зетники, но ты понимаешь, когда это обсуждал с ними в 18 году, зетников не было. Мне кажется, что уже все выкупили, что обычный человек не следит за политикой и политиками, но мне кажется, чрезмерно следит, очень политизированы все. А люди услышат только вырезки и хайлайты, скажут база, и пойдут дальше, в смысле, не, ну Бездумно молодец. Ну да, да так просто же она и про солдат говорила. Ну вроде правильно говорит, реально советские мясники по стилю Жукова, как доколе это можно терпеть. Но, опять-таки, будет неправильно, если мы не дадим этому какую-то оценку более, да, не пропустим это через призму какой-то своей оценки. Я, да, этого не сделаю. Блядь, ну о чем-то говорить. Поделись списком приложений специальных или сайтов, где новости смотришь. Так часто этот вопрос задают, но, блядь, я смотрю, их там же дивы, подписаны на все подряд телеграм-каналы, что-то скидывают в чат в телеграме. Медиа читаю те же, что и вы, абсолютно. Ну, просто, ну, самый понятный универсальный совет — черпать информацию из разных источников, как можно из большего их количества. И желательно, ну, плюс-минус понимать, в чью сторону может быть заангажирован этот источник, да.
там в зависимости от бенефициаров и так далее. Из западных я всегда, понимая, опять-таки, в чью сторону что заангажировано, читаю какой-то Политико, например, да, и так далее. Ну да, блядь. А взагалі можна придумати текст у Твіттер для когось з наших політиків, де той напише щось типу Україна повинна бути як США, тобто розмовляє, як хоче, але документи подібне українською, і взагалі українці це не хтось з Запорізької Січі, українець може бути і найджерієць, пускай буде і палестинець, і єврей, і ще мільйони націй. Оце буде бімба, я без рофлу б таке рекомендував комусь зі Слуги народу. Та це вже все давно пройшло, забій. По итогу политик напишет люди и российскомовні рівні, да-да. Я видел, что дочка Ирины Фарион требует компенсацию моральную. Я думал, это народ Украины требует у семьи Фарион, но потом перечитал новость. Дочка Фарион требует у возможного убийцы Фарион, да, компенсацию за моральную шкоду в 18 миллионов гривен, условно. Ну, типа большие цифры какие-то. Я их не запомнил, но пусть будет. Як на мене, добре, що люди слідкують більше за політикою, але погано, що майже всі теми політизуються від виборів президента до питання, чий борщ. Якщо вилікувати цю хворобу, але залишити інтерес до політики, то буде топ. Да не знаю, мне кажется, вещи все-таки рука об руку идущие. Тут именно вопрос психоза, да. Слишком много тем стало табуированных, слишком много тем стало сакральных. Ну, то есть психоз общества такой нехороший. Это, мне кажется, не способствует здоровой политике какой-то, здоровой политической борьбе. Ну, это такие свойства войны, ничего не сделаешь, воюющего общества. Нужно время. Плюсы интересуются политикой, минусы читают Лачена, смотрят Лопатенко, дрочат на Рамину. Ну да, вот так оно. Я уже и задумался, просто, как правило, в такой мейнстримном взгляде на политологию, типа, ну как бы, если можно здесь дать оценку, то это хорошо, если люди заинтересованы в политике. Но что-то живу, смотрю, блядь, да хуй его даже знает. Но понятно, что люди обычно интересуются там, где очко полное какое-то, это раз. Да, ну ты знаешь, Дашиндиру, это же такой разговор, как и про популизм. Все эти институты репутации, это выдуманная хуйня, такая же, как нафталиновые деды, типа, что вот... Коли в Україні буде інститут репутації, блядь, будто он есть особо на Западе, да? Вопрос твоей возможности, да, медийной, насколько ты можешь то или иное, того или иного политика продвинуть, продать, проагитировать. А все остальное мелочь реально. Я просто это веду к тому, что вот есть у нас какой-то депутат, да, если у него слабоват медийный вес, а он какую-то высокую конкуренцию и опасность представляет, то его с говном смешают, даже, наверное, если у него чистая биография. И ему ее выдумают, блядь. И что то, блядь, и хуёво, и то он плохо сделал когда-то, и там он кого-то, может, даже убил или что-то сотворил. Если человек хороший, у него может быть послужной список реальных всех этих дел. И убийства, и какой-то темные делюги, блядь, 90-х и 2000-х, и все подряд. Об этом никто не будет помнить и никто не будет говорить. Вообще, типа, ну... Половина людей об этом не будет знать абсолютно, другая половина будет знать, ну типа, ну и что. Бо им это не подают и их этим не третируют постоянно, им это постоянно не розказують. Як ти вважаєш, чи є можливість відлиги по мовному питанню після війни? Можливо, коли на дворі не буде йти війна, то і питання мови стане на інший план в політиці. Буде з'являтися все більше людей, не лише видалених з інфополя, маргіналів, які готові представляти і захищати інтереси не лише україномовних українців. Да, я, честно говоря, что-то очень в этом сомневаюсь. Ну, зависит все от того, как война закончится. Во многом. Институт дерегулизации. Это все Buffalo Bill могло бы быть, если бы украинская держава не заняла такую позицию конкретно одной из сторон, да, поскольку она сама это подстегивает, если ее политика не изменится, то явление реально будет как в странах Балтии, просто маргинализовано до такого, вероятно, уровня. Ну, мой поинт прагматичный, да, он в том, что Украине от этого лучше не станет. Стало бы лучше от другой политики, на мой взгляд. У них взгляд другой. И видят они развитие Украины иначе, да. Я не хочу говорить в терминах Арестовича «малая Украина», «большая Украина». Но я думаю, понятно, что задача их это, конечно, привлекать людей, а не отпугивать, не исключать, да. Но если они исключают и отпугивают, да, и на это работают, и видят в этом, ну, наверное, какое-то развитие будет, но не такое, как могло бы быть. И много разных обществ в истории это доказывало. Да, ну просто понимаешь,
Они сами создали, сами отменят, Пыня скажет, победил русофобию, да, если типа, ну, речь идет о том, Рамзес Вижн пишет о том, если Путин навяжет им какие-то языковые дерегуляции, но нужно ли говорить о том, что ситуация сейчас такая, да, в социальных настроениях в Украине, в смысле по культурной линии языковой, да, с такой позицией украинской державы, которая сейчас, что, во-первых, ну, непонятно, как можно Украине вообще навязать какие-то законы, а если и выйдет, то можно только представить, как на это отреагирует суспильство, да, уже разделенное, уже имеющее такие представления. То есть это просто проблема даже для будущих политических сил. То, что они создали, да, это очень большая проблема. Я часто об этом говорю, что карабахизацию создать легко, да, людей разделить несложно довольно по таким признакам языковым, радио 1000 X-менов, да, это несложная задача, сложно созидать и примирять, да, и вот это примирительная какая-то роль регуляторное государства, ее сложно, что-то хорошее его делать сложно. Я просто это все веду к тому, что даже если представить сценарий фантастики, где победил, блядь, там какой-то Арестович условно, и сказал, что там всех будет, блядь, казнить и что-то будет делать, он не найдет уже поддержки, он найдет сопротивление у серьезной прослойки общества. И эта проблема, типа, теперь стала тяжело решаемой. Понимаете? То есть даже такой невероятный сценарий не обеспечивает нам никакой хорошей стабилизации в будущем, да? Потому что еще и понятно, что у такой политической силы будут политические оппоненты, которые будут, скажем так, на этой риторике строить свой политический вес, на противодействии каким-то либерализующим законам, да. Так что это очень серьезная проблема, тяжелая и, вероятно, нерешаемая. Но в ближайшее время я не вижу, типа, каких-то перспектив по ее разрешению. И я вам это говорил с начала войны. Во, вспомнил, что еще хотел спросить. Ты в основном критикуешь украинских политиков и общественных деятелей. А кто тебе нравится? Есть ли такой политик или общественный деятель в Украине из ныне живущих, которых ты считаешь адекватными и заслуживающими внимания? Да я даже не знаю, что тебе на этот вопрос ответить, да, то есть опять-таки через либертарный подход какой-то. Я всегда говорил о том, что не стоит переоценивать ни роль личности, хоть она и ключевая, как ни крути, но для себя самого не стоит переоценивать ни роль личности, ни роль, как бы это странно ни звучало, ни роль самого электорального процесса, да. В этом просто большая проблема политики и всего, что с этим связано, да, то есть украинцы всегда ключевой момент политического напряжения, это логично, да, но этому, мне кажется, есть смысл противостоять, да, как минимум губами, риторикой. Самый пик во время выборов, да, все люди, вот сейчас решается судьба, сейчас все, блядь, сейчас вот решится, сейчас все решается. Геморрой изыди, да, сейчас все решается. Это большая проблема. Люди не понимают, что стоит сакцентироваться не на личностях, скорее в политике, да, как бы это странно ни звучало, все-таки личности проводят политику, но тем не менее, а на каких-то вопросах чего-то институционального, да, вне этих политиков, потому что политики по итогу попадают в серьезные рамки аппаратные, политические, да, в своих решениях. Мы разные видели примеры, самый показательный последний электоральный цикл в Украине. Мы выбрали одного президента, он уйдет вообще другим, диаметрально противоположным в плане своих политических обещаний, да, предавшим свой электорат полностью. Это очень показательно, что, ну, не стоит переоценивать эту вещь, да, потому что люди готовы разусраться за человека, в которого они влюбились. Во-первых, они его долго ищут, да, там, как вот с любым политиком, там, вот Арестович. Да, вот это он хорошо говорит, вот это хорошо, а это плохо. Да, это, конечно, правда, это он говорит хорошо, это плохо, но так каждый человек, да. Во-первых, ваша система ценностей и ваши политические взгляды для вас, понятно, самые идеальные, да. А во-вторых, для другого человека чуть другие, уже чуть другой набор, другая конфигурация ценностей и политических каких-то идей, да, уже тоже другая. И получается, вы идеального человека, ты, может, один еще сам найдешь идеального человека, и то вряд ли. Но уж вы вдвоем точно идеального не найдете. То есть это будет какая-то фигура консенсуса. Это просто важная мысль, которую важно понимать. И из этого уже делать вывод, что все-таки это не самое главное. На этом свет клином не сошелся, да. Такая мысль, в чем-то критика демократии, но не в том смысле, что нужно ввести беспонтовые избирательные цензы, еще какую-то залупу, бо это наоборот только увеличивает значимость и ценность выборов, да, электорального процесса. А это неправильно, наоборот, нужно, чтобы этот процесс становился менее значимым. Чтобы люди понимали, что политика, она не только во время этого живет, а живет вообще, и если не важнее происходят вещи, да.
Бо людей, если подумать, людей можно менять бесконечно одних на других. И, ну, история Украины похожа в этом смысле, да, одних на других, но нихуя реально меняться не будет. Даже курс государства меняться не будет. Президент Зеленский пришел, подписал закон про мову, ничего его не отменил. Хотя, казалось бы, да, что он обещал там про свой сраный сериал «Сваты», как он вел свой обоз. Короче, дело не в этом, да. Но я просто к чему, что там даже давления войны не было. Был просто вопрос политики, взгляда на будущее Украины, вопрос баланса во внутренней политике Украины, поддержки какой-то прослойки населения, да, его и так далее. И так далее, и так далее. Ну, надеюсь, я смог достаточно выразить, да, что имел в виду. В том смысле, отвечая на вопрос про общественных деятелей, политиков, не нужно переоценивать этот вопрос, да. И не хочется, естественно, запозориться в поддержке какого-то человека, что вот все плохие, а вот этот точно хороший. Ну, все они плюс-минус вот политики, как ни крути, да. Я всегда говорил, что мне нравится Дмитрий Кулеба, да, но это нихуя не значит, что он там спасет Украину, не спасет, блядь. Он обычный кадр, такие попадаются в этой системе. Не самый дегенерат, безусловно, на мой взгляд, да. И, наверное, один из лучших министров иностранных дел в истории Украины современной независимой. И снят был он не за то, что он плохой министр иностранных дел, а за то, что отношения его не сложились с офисом президента, очевидно. Да, ну вот, он неплохой парень, но ни больше, ни меньше. Тут важно сосредоточиться на каких-то других вещах, на политическом балансе, ну, на каких-то институциональных, на свободе слова, на политическом балансе, в смысле демократичности процессов, да, то есть, чтобы не было силового давления, на вот таких вещах. Если их не будет, неважно, какой дядя придет, все закончится все равно централизацией и хуево. Не будет того развития, на которое мы все надеемся. Может, оно будет какое-то скачкообразное, но не будет накопительного эффекта, да, не будет того самого сталого розвитку, словосочетание, которое я очень люблю, да, во всех плоскостях, в смысле и в борьбе с коррупцией, в вопросе там становления вот таких транзитных демократий и так далее. Ну, как все удачно забыли офшоры Зеленского, да, как там это Пандора Паперс. Как все удачно забыли офшоры Зеленского, до сих пор не всплывают, когда он говорит про налоги. Да, действительно, были офшоры. Ну, блин, так в Украине бизнес ведется, я-то помню. Да, и его этот казначей Баканов, да, бывший глава СБУ Иван Баканов. Запрошення до Національного корпусу, є він ще живий, да, интересное место. Да, как я помню, мне звонили из традиции и порядку, тоже говорили, что там не хотите вступить? Я говорю, що, бля, що з дуба рухнув. Я не згоден, що у західних країнах немає інституту репутації. Навіть взяти вибір генпрокурора Трампом. Трамп запропонував Гейтса. Конгрес виявив розслідування, що той купляв для себе 17-річних дівчаток. Гейтс відмовився від свого висунення і пішов з Конгресу. Він ослаб у багатьох країнах, де він є. Ну, слушай, это же вопрос не политической репутации, а буквально вот системы и традиций. Я не знаю, сколько это можно назвать институтом репутации, да, системы и традиции американского государства, да, демократичных, с хорошим балансом сил, устойчивым, да, и так далее. Просто, я не знаю, просто подходит ли это под определение того института репутации, да, представим, у нас такой скандал, но если этот человек лояльный, то с ним бы все было порядок, он был бы на должности, все было бы пучком, да, если бы, конечно, прям его не сняли с этими 17-летними девчатками, да, тогда бы уже был серьезный скандал, пришлось бы, может, даже и снять. Если то, что ты пишешь, подходит под определение института репутации, то окей. Просто у нас представляют, что это такое, что вот у человека, у нашего народа именно в мозгу чего-то такого нет, как то мой любимый пример из фильма «Джанго освобожденный» Тарантино, да, где там Ди Каприо разбивает череп. Ну, в общем, да, вот нет какого-то отдела в мозгу, который запоминает биографии политиков, да. И вот, ну, народ не помнит и не понимает, тут народ не знает, что ну, сейчас он на фронте вроде как воюет, да, говорят реально. У любителя Высоцкого Ляшка, да, что он на самом деле не ест землю, не живет, блядь, в колхозе. У него, оказывается, охуенная вилла, ему там кто-то что-то проспонсировал. Он, оказывается, блядь, нихуя не такой колхозан, как из себя корчит. Народ не знает, нет института репутации. Мне кажется, это вот в этом смысле не существует, я считаю, института репутации. Если в этом выражать смысле, что обычно имеют в виду.
Я погоджуюся з тобою, але зараз у нас лобіюється лише політика однієї партії, і поле для появи альтернативних поглядів зачищається. Можливо, після війни, коли команда нашого президента піде, то щось зміниться. Але можливо, то мої казки у шизовій голові, да, оно перекликается с идеей Рамзес Вижена о том, что если они сами не отменят, то под лозунгом отмены мовного закона победит Арестович на выборах. С чего вы это взяли, блядь? Ну вот представим выборы, там, послезавтра, ну, через полгода условно, вот там появляется политическая сила Арестовича, представим, ее кто-то проспонсировал. Вы реально верите, что наше общество предпочтет это чему-то другому? Это в смысле вот там, я даже не знаю, в какой-то форме будет иметь. Мы против репрессий, против русского языка и что угодно другое. Мне кажется, сейчас общество, ну, государство создало, безусловно, обществу такой контекст, что оно будет шарахаться таких лозунгов и не проголосует за них, проголосует за какие-то другие. Я не говорю, что драконовские по усилению репрессий. Нет, просто что-то более такое попроще, консенсусное выберет. При этом, безусловно, часть там радикальных людей при этом еще и проголосует за ОПЗЖ там какой-то. Так что я в успех этого не верю сейчас. Вот. Потому что, пацаны, не стоит. Поэтому я и говорю, что стоит сосредоточиться на институциональных вещах, да. Это поражение там Арестовича и таких идей, их не победа, она обусловлена тем, что украинская держава вложила наш с вами общий, в том числе и мой, противника таких идей и решений, ресурс налоговый и другой, да, ресурс продвижения таких шовинистичных идей. Она его у нас взяла и вложила. Это нечестная борьба в любом случае, да, это не может быть справедливо. И за счет только этого будет обеспечен их успех. Какая разница тогда, какой парень Арестович, правильно? Я пользуюсь... Да, доброе. ПФ. Переписать этот закон с изи, с размытыми формулировками для текущего. Ну так делаешь не только в законе, да, и обесценить и більше рычаг для конкурентов. О каких сопротивлениях речь? Пан Стримлер, сопротивлениях суржиков и ПОшников, которые косят под украинцев, чтобы их твиттерские девочки на работе не загнобили. Просто это сейчас так кажется, хотя и сейчас неплохой накал, да, но в будущем же просто это все будет обострено политической борьбой. Придут люди, которые скажут, смотрите, это реваншисты, пророссийский реванш против наших досягнень, блядь, которые мы там с кровью выбрали на фронте и так далее, и расскажут тебе про то, как их, как вот этот персонаж, блядь, которого устроили на должность в Укрпошту, потом выгнали, Колесников, расскажут тебе о том, что их русским языком в плену пытали, и его трясет от русского языка, и русской музыкой пытали, и все такое, и вот это они будут... І це буде працювати. Мовне питання в першу чергу слугує маркером для українців за кордоном, які, можливо, повернуться, якщо буде економічний розвиток. Якщо воно залишиться і буде розподілено на свої чужі по питанню, де ти був у Польщі чи Германії, насамперед простіше повернути людей, чим правити африканців, не маючи субсидій. Конечно, ну от смотри, як хорошо, да, против твоей риторики работают аргументы реальности. Как они сейчас относятся к тем, кто уехал? Они вообще никого не собираются возвращать. Они их там, блядь, им эту консульские услуги ограничивают, еще что-то. Разбрасываются как мусором, не понимая того, что это очень чувствительная тема. Один удар и ты Мухтар, да, пару неверных решений и очень серьезный неразрешаемый урон Украине нанесен, да, то есть люди там осядут, все, никто из них от западных паспортов отказываться точно уже не будет. Но они так себя ведут, и это хороший ответ на вопрос вот таких вот перспектив. Пробовали манду, такое корейское блюдо, пельмені по-нашому, манду пробували. Твій тейк про зменшення значення виборів контрлогічний. Ти говориш буквально, що чим більш важливі вибори, тим гірше. До важливих подій у житті ти готуєшся більше, тому краще робиш вибір. Хіба не так? Ну, мне кажется, что это какие-то, в том числе и психологические, но опасные ловушки создает. Люди, да, мобилизуются, логично, политическая борьба, много денег, да. Потом вот этот выбор... И они ходят, рассказывают, что вы 73% выбрали дегенератов, ничего нельзя сделать, надо только терпеть до следующих выборов. На следующих выборах все повторится. То есть происходит какой-то после вот этого феномена выборов, да, происходит такая демобилизация людей из этих всех процессов, не понимая, что это не самое важное, не самое ключевое все-таки. Не знаю, по-моему, не контрлогично. То есть, а касательно того, что люди готуются, ну, есть пределы подготовки. Готуются, они в смысле громче кричат за каких-то людей. Это не подготовка. Насчет Кулебы, да, я видел, что он там выступал, да. На Reddit есть саб, куда приглашают известных личностей в треде, им задают вопросы, и они отвечают на самые популярные из них. Так вот, туда один раз пригласили Кулебу. В итоге он проигнорил самые резкие и популярные вопросы. Ну, ответил на самые банальные и непопулярные. Ну, а кто же ему что сделает, он же памятник.
До Трампа прям лишь бы не второй срок Байдена. Другое дело, Арестович лишь бы не второй срок Слуги народа. Ну, я не знаю, что мне тут сказать. Ситуации охуенно разные. Если пан президент Зеленский сначала будет идти как кандидат, потом снимется в чью-то пользу, кого-то как Марьяны Безуглой, да, потом и при этом еще наша какая-то политика охуенно неэффективная была, не черчиллевская какая-то, другой совсем образ. Еще было бы неплохо, чтобы Арестович был прошлым президентом Украины, если ви так сравнюєте, если я правильно понял. Бля, от дивлюсь і складається враження, що є два типи людей. Перший, той, хто вважає, що наш люд за пачку гречки і мати продасть, і за Арестовича проголосує. Другий, який вважає, що всі погані, а я Д'Артаньян. І тільки у нас, звісно, не Д'Артаньян. Але ж можна подумати про те, що на планеті Земля не, ну, немає нічогось ідеального, нічогось максимально хуйового. Типу, ні, я от согласен, що нет ідеального, а щось максимально хуйове може бути. Типу, або обираєш менше із зол, або сам пиздуєш щось змінювати. Ну, наверное, да. Ну, я не знаю. По-моему, из моей риторики исходит, что я за как раз без каких-то вот таких радикальных вопросов. Как раз просто вот в этом психозе вот такой электоральной логики, где на выборах все решается, как раз обычно такое и есть. Голосуй или проиграешь, там, блядь, вот этот герой сейчас все спасет, а если не он, то все пиздец нам. Обычно ну, так, этим процессам такие и свойственные складови. А то понятно, что есть часть людей, которые там и за гречку проголосуют, а есть часть людей, которые там и идейные, и разные, а есть часть, которые продуманные и знают вообще, что делают и чего они хотят, и разное. Есть это, думаю, понятно. Рамзес Вижен пишет, мы тут каждый второй стрим угораем с накрученной статистики секты пана президента. Во-первых, не доказано, что она накрученная. А сегодня пан стримлер решил поверить в страну патриотов. Она проводится разными, буквально разными какими-то социологическими конторами, да, и сложно понять их интерес в этом, но и сложно его отследить, да, ну, доказуемо. Но это мелочи, да. Вернемся в тот самый 19-й год. Президент под всеми такими лозунгами приходит, и с чем он сталкивается? Он сталкивается с тем, что сейчас нужно как-то послабее транжирить рейтинг, не растрачиваясь, не раздраконивая какие-то страты суспільства какими-то охуенными радикальными языковыми решениями, в смысле либерализации, да. Хотя это, казалось, совпадало с теми настроениями, которые он транслировал своему электорату. То было тогда-то группа была, блядь, в разы кратно меньше. И уже были условия внутренней политики Украины, когда тебе лучше не создавать, типа, из нихуя каких-то, блядь, новых проблем. И сейчас, ну, и они с чем-то считались, с какими-то политическими силами, с их настроениями, с людьми, с тем, что они там могут мобилизовать и так далее. Подумать, что сейчас что-то там так переменилось, блядь, что... Пан Юрченко, да, рядом Жиган и хулиган. В этой Твери нету таких, даже среди шлюх центровых. Походу, я что-то не понимаю. Просто я это вижу так, что бабка 60+, которая всю жизнь была русскоговорящей, не проголосует за типчика, который ее сделал врагом народа. Это надо сначала ознакомиться с настроениями тех бабок, да, ты смотришь какие-то вот эти, ну, такая, да, примитивная социология примитивная, вульгарная, откровенно, да, социология. Ловят людей на улице, что-то их спрашивают, самые конченые радикальные там люди, это бабки вот эти, которые смотрят каждый день марафон. И у них уже там, ну, та одна извилина, и та проплавилась от него. Нет, искать рациональные аргументы можно. Другое просто, что они на них никогда никогда их не рассматривали. И про уехавших хороший аргумент, безусловно. И про переселенцев и кого угодно. Побачим, Рамзес Вижен. Мы, во-первых, надо дождаться, как все закончится и будет ли где проводить выборы. А после этого посмотрим. Мы живем в век техники, да, как в той самой энтрепризе. Мы живем в век техники, может что-то нас удивит как-то нереально, да. Арестович как начнет постить мемы там с дуреющего карася, блядь, еще с какой-то хуйні, как говорят, брейнрот. І все. Да, дуже був радий вас бачити, друзі. Бережіть себе, звісно, в ці часи. Бачите там щось там, блядь, ракети. Ну, коротше, все серйозно. Цілую вас плечі, друзі, і до зустрічі.